А, лол. Я просто... Ладно. М. Так, хорошо. М. Так, блин, вот это вот сюда, наверное, стоит убрать. Мгм. Да. Вот теперь как будто бы все хорошо. Ну, погнали, погнали, погнали. Ай, господи. М. М. Жесть, она долго запускается. Ой, ой, ой. Так, что у нас сегодня? Понедельник? Первый рабочий день. Да. Ух, класс. Это О, игра в молчанку. Да уж, я бы и свой день рождения забыл, если бы она не напоминала. Просто извинись перед ней. Я же сказал... Ладно, что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная, я же вижу. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Ага. м, Отставшие. Сколько? Не очень много. двое. Ёб твою. Хорош. Хочешь попробовать? Да. Ты уверен?
Я сегодня щедрый. Щедрый на патроны. Я, скорее всего, промахнусь. Видишь тот знак? Красный. Попадешь в него? Хороший способ выманить их. М, Целься выше. Пулю А. будет растянуть. Хорошо. Молодец. Они прибегут на звук. Так мы тут зачем? Надо их грохнуть. Блин, как же они мельтешат. Ну вот, еще двое. Не Чёрт. надо. Не Не забудь надо. сделать поправку по высоте. Всех уложила. Уф. Привет, Арсен. Еще там бывает, если не надоело. Ага. Где бывает? Когда Ирл стримы. Реал стримы? Откуда они прутся? Зимой Да я не знаю, как здесь их часто проводить, в проходит этом-то и дело, я вообще без но понятия. кто-то из них всегда остается. Каждый год по тому же маршруту? Они Как вечно, будто мигрируют. ну не знаю. Что за миграция? Ну, когда Мне кажется, атмосферное сложными давление какими-то. достигает определенной Гуляешь по Да городу и чёрт, не знаю. болтаешь. Ну как бы да, но... Возле Саратова они движутся вниз по склону. Зачем? Звериная туша. Посмотри у пикапа. Они там оленя. Проголодались. Я поражен. Вроде никого. Я Думаю, здесь поражу. есть. Моей неметкостью, скорее всего. Вон там. Ну, у баллистика подъемников. странная. Ну Смотри ладно, вон туда, оправданий под нет. кабинкой, Просто очень плохо. возле башни. Видишь? Башня? А. Окей. Пиши. Освоишься. Блин, у меня патроны до хера. Еще раз. Да ядрить далеко же. А мне нравится. Еще трое. Еще парочка. У тебя талант. Ну какой-то. Больше вроде никого. А Overwatch видел новый Я не режим. вижу. С выбором обилок, как в Диаблочек. Может, Джоэл вернулся. Ну, Ага. да, он, кстати, давно же вышел. Я в него играл. Не знаю. Overwatch от Всё, этого давай. лучше не стал. Все тот Спасибо же тебе. паршивый кал дерьма, Это было очень кстати. Не за который... что. Бывает иногда, что вперед. приятно играть, но зачастую ты играешь Я с вообще-то не должен людьми был. IQ 50, Вот Джоэл и за тебя это переживает. очень больно. Да все нормально. Чего он? Не сомневаюсь. Но если ты не будешь с ним общаться... Даже не то он чтобы подумает, IQ 50, что-то а случилось. просто у них Я нету общаюсь. Ну, надо не просто... какого-то верить пока. характера, какого-то, не знаю, Ладно, стержня. попробую. Не могут просто взять и сыграть нормально. До конца. Там только вы стреляли, да? Сняли пару отбившихся. Элли мой прицел пробовала. Понравился? Да, удобный. Дарим. Подарите прицел. Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну да, ты... Мы тебе добудем новые. Да. Вон там музыкальный магазин. Максимально. У них точно есть гитарные струны. Я к тому, Ага. что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Бархитли, да? Просто. Я посторожу. Нефть. Что скажешь, детка? Можно? Это наш шанс.
Ты точно не пойдешь? Давай, иди. Он ждет. Ну, пойдем. Погоди. А что это? Что здесь делают дикие звезды? Это Джоэл читал. Хм, Мгм. Блин, а тут прикольно. На самом-то деле. ладно, поехали. Хорошо. Скакали. Давай за мной. Ну, А ты что, играешь в вы Overwatch? подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего парочку с гряды. А ты? Я сейчас по большей Да, части так. из онлайновых Нашел пару игр бегунов в PUBG только. Ну и Кстати, Counter-Strike говорит, может. тебя хорошо Вообще показало в ничего не групповом играю. патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова, я тебе верю. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение, начни с коротких маршрутов. А там посмотрим, как пойдет. Хорошо. Помнишь Да. те комиксы «Дикие звезды», которые ты собирала? А сериал Ага. смотришь? Мы с Томми нашли несколько выпусков, когда пробирались через ту школу. И как тебе? Да знаешь, я такое не очень люблю. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райану в том поединке? Ага. Он же один в один, как игра. Нет, вообще не один в один. Не. Там дохуя отличий. Поэтому теплится надежда, что концовка будет другая. Ну, то есть он это заслужил, но... Мне понравилась история про побег. Шутник. Игра Ага. Хорошо. сюжетно намного проще. Искра, смотри, не безобразничай. Как будто бы. Ну, в плане Вот этот магазин. остановок, там Ага, прочего, вижу. естественно. И ситуации в игре проще. И как-то это, так сказать, глупее, что ли, в плане того, что мы просто врываемся, Помочь? убиваем кучу народу. Я сама. А в сериале оно, конечно, не так. Тут мы не пройдем, наверное. Игра актриса еще не попадает. Да не, актриса нормальная вообще. Ну, Чёрт. конечно, внешне не вышла, но в целом хорошо Так, играет. И что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Я не боюсь. А куда мы идем? Я нашла в канаве раритетную карточку. Ты до сих пор их собираешь? Не завидуй. Ну, постараюсь. Особенно в красной сцене. В красной сцене в игре я вообще в ахуе был. В сериале вообще не то. Красная сцена. Но я до туда не дошел, наверное. Ладно. Я, видимо, должен зайти. Черт. Ну да, это было бы слишком просто. Погоди-ка, есть идея. А, приподнимешь? Ты как, пролезешь здесь? Это Ну, вроде в госпитале попробую. было. Аккуратней там. Да не Ага. спойлери ничего, ну блин, как всегда. Я не доходил Я до пролезла. госпиталя. Погоди! Хорошо. Я до туда еще не доходил. Ну ты же видишь, где я нахожусь. Я до не дошел. Это еще, ну, я игру Видишь что-нибудь? Нет, не ищу. проходил до конца вообще ни разу. Это флешбэк же. Так госпиталя еще не было.
Здрасте. Привет. Впечатлен? Не, ты просто тоща. Плохо питаешься. Не за что. Динозавр наш. Старикан. Ворчун. Так, аптечка. О. Давай, толкай, толкай. Сюда. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Блин, прям как старые добрые. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Соображать надо. Перестанешь носить маску, рано или поздно попадешься на глаза кому не следует. Не попадусь. Ты больше никому не рассказывала? Ни Джесси, ни Дине? Конечно, нет. Молодец. Да. А. Блин, стрим, зараза. Гонит. Ну, все вернулось, да? Все нормально. Супер Пекин. Руби. Если наш патруль вчера тебя напугал, не так уж часто мы видим новых людей. Так. Могу понять, почему ты отказался идти с нами в Джексон, но на самом деле там здорово. У нас есть электричество, много пищи, и каждому найдется дело по душе. Могу сказать, что моим пацанам здесь намного лучше. Раньше мы были циклен на выживании, и мне не нравилось, во что они превратились. Они стали похожи на тех, от кого мы бежали. А сейчас вот лазают по крышам, заделывают дыры, копают траншеи. Да, это тяжелый труд, но каждый вечер они с восторгом рассказывают, как возрождается город. У них есть общество, они чувствуют себя нужными. Ты же бывшая учительница, только представь, у тебя будет целый класс детей, которые жаждут знаний. Это не выдумки. Может, заглянешь хотя бы ненадолго? Я тебе все покажу, Тара. О, привет, Мэтт. Какая-то женщина тут сидела и заставляла тебя уговаривать пойти жить с остальными выжившими. Kimi? Басмат. Вот он нагадр. Снайперка надо. Винтовка, да. Это был мандак. Мандак надо. Пистолет, да. Оптическая, да. Оптикалахта. Мандак крестик, да. Ну то басмат. Просто. Пяннига. Этот труп тут давно лежит. А когда тут проходил О, патруль? собака Тара, да. Не знаю. Это кто-то из наших? Нет. В Джексоне Это, видимо, та учительница. только те подростки в прошлом году. Хотя... Явно старше. Наверное, случайно забрел. Блин, ну интересно, за какое время они вот так вот в грибочки превращаются? Иди сюда. Это явно где-то было написано в игре 100%. Тогда бы я прикинул и понял. Мы за этим сюда и шли. Ладно. Давай их грохнем.
Да блин, мать вашу, за ногу. Сюда! На! Он еще бегут! Со стороны балкона! Готовься! Хорошо. Сегодня что-то угорел с видоса, который называется «Как записывали звук заставки PS2», и там на крыше дома стоят люди, держат пианино на краю крыши, а снизу люди подбадривают и делают отсчет. И вот пианино летит вниз, и момент удара об землю на фоне автор видоса просто запускает звук по заставке PS2. Нихуя не понял. Ну, примерно понял, но нихуя не понял. Но я представил. Но все равно не понял. А еще не понял. Но я примерно представил. Это типа пианино, оно падает, короче, и разбивается об землю, и они замедлили вот момент удара об землю, типа. И что-то в этом роде. Иди сюда! Комедия. Комедия. It's comedy. Смотри! Второй этаж! Там наверху! Бегут! Как в 45-м, нахуй! Еще подошли! Джоэл, У, вроде отбились. Пристрелялся, кстати. Похоже на то. Ты молодец. Слушай, давай за струнами в другой раз сходим. Ты читаешь мои мысли. Но у нас нет выбора. Назад не пройти. Ну все, до конца, что поделать. Да и зачистили вы, наверное, эту бодягу. Давай. Хотя чувствуется еще будет, да? По-моему, тут можно выбраться. Ну, иди. Ох уж эти узкие проходы. Они же не станут проламывать стену, типа, и руку просовывать вот так. Ну, мы типа не шумим вообще. Ладно, забей, мы шумим. Блин, Джоэл. Патронов-то нету, блин. Воу! Патрики. На, тварь. Ну давай уже перезарядить.
По-человечески. Блин, почему я прыгнул? Фак, 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 фак. Падла, пошла нахуй. Блять! Джоэл, пиздец, меня убивают! Охуеть! Жесть ты хорош! Ебать, я думал, мне пизда. Пошли. Черт. Жесть у меня выручила. Перебор. Да, это было жестко. Но справились же. Справились. Кое-как. Просто, сука, чудом. Не считая того, что старый. Блин, это что, компьютерный клуб был? Полежу, отоспюсь к утру. Конференция, комната. Пойдем отсюда, а? Охереть можно. Что ты делаешь? А вдруг там 2 топляка? Успокойся. Блин, Джоэл единственный персонаж, который способен передвигать баррикады. Мы как игровой персонаж на это не Скоро способны. мы прошли. Фух, ничего себе, мы нарвались, да? Топляки в этих краях большая редкость. Люди Да. так быстро адаптируются, давно бы Когда уже Джесси и придумали Дина просто узнают, у них истерика случится. Эти двое в каких отношениях? Они вроде вместе. Там все сложно. А что? Я слышу, как Джесси про тебя говорит. Бегать вокруг Нет, как мы с сумасшедший и Джесси просто стрелять друзья. и орать. Не-не-не, у меня глаз алмаз. Я такой сразу подмечаю. Ну, а тут ты Работает. ошибся. Увидим. Новый способ не придуман. Не дождешься. Наш метод это суета. Силки какие-нибудь. Ну, это неизведанная территория. А так, я, конечно, понимаю, типа, что можно было бы, типа, например, там, как-то, ну, хз, расставить какие-нибудь, давай представим, бензопилы у главной двери, освободить вход и просто гудеть как стука, типа, проход. Вот, типа, ну, эйрхорном, типа. Пу-пу-пу-пу-пу. И чтоб все люди, ну, все эти монстры в нашу сторону побежали. Их, типа, там, ну, гасить какими-то ловушками, типа, ну, не знаю. Блин, жесть ты меня зажал, старик, чё? Ты сможешь там протиснуться? Да. Видишь, что там мешает? Да. Готово. Хм. Хорош. Спасибо. Ага. А она еще хотела маршрут пойти. Джоэл, Дже? А, это они. Годы, что ли? Пара, сбежавшая в прошлом году. А. Какая-то своя локальная тема. Видимо, из Джексона убежали. А нахер они убежали? Типа они не хотят работать просто, поэтому. да, ты права. Джексон — чудесное место, но мы больше не могли слышать о том, как другие страдают. Мы хотели помочь, хотели спасать людей. Мгм. И часа не прошло, как мы наткнулись на Орду. Нас покусали. Мы решили, что лучше будет убить себя. И сэмпай, привет. Драпа. Рад видеть. Скажите нашей семье, что нам жаль. Адам и Сидни. Адам и Сидни.
Почему не съесть Я ненависти? застрелил ее. А себя не могу. Какой же я трус. Да. Боже. Не, с одной А вот мы стороны... не иммунны. Ну, мы сходим за Томми и сможем отнести их тела в Джексон. Ну, блин, с одной стороны, они разве не могут Когда ты научиться... забрал меня из госпиталя Цикад, ты сказал, что таких, как я, десятки. Да, так они говорили. Я никогда не встречала других иммунных. О. Спасибо за фоллоу, Лисимпай. Погоди, вот это пониже надо как-то. Может, они скрывают. Как ты. Ты в это веришь? О, разговор начался. Это обязательно обсуждать сейчас? Мы пересекли всю страну, чтобы добраться до Цикад. У меня было к ним столько вопросов. Почему ты забрал меня, когда я была без сознания? Потому что они провели тесты. Я увидел, что они были бесполезны, и вытащил нас. Откуда ты знаешь, что бесполезны? Может, дай ты им больше Элли. времени, они бы нашли какой-нибудь Элли. способ. Лекарства просто нет. Хм. Ни этим людям, ни другим никак нельзя было помочь. Да. Ты хочешь, чтобы все было не так, и я этого хочу. Но все так. Не. Надо вернуть тела этих ребят домой. Как бы... Да не, ее Или понять хочешь можно еще максимально, что-то ты что? обсудить? Это слишком глобальная тема. Причем, ну да, действительно. Ну ты прикинь, Нет. поставь себя на ее место. У тебя иммунитет. Ты такой думаешь, охереть, Пошли. жесть. Моя жизнь настолько ценна и настолько важна, что вообще, типа, ну... Охренеть можно, типа. Я буквально главный герой, типа... этого мира, так сказать, на данный момент. И, ну и ты приезжаешь на место, вы прошли через многое дерьмо, и вдруг тебе, ну, твой батя говорит, забей, все хуйня. Ничего, ну, там, Эй, они такие, типа, Привет. ты нам не подходишь. И многое, типа, не сходится. Со временем ты растешь и понимаешь, что к чему. Ну, как бы. Может быть, ты даже хороший. потихоньку разбирался в вопросе. Мгм. И по итогу ты такой... Ты не сказала ему? Он же мне пиздит, типа. Надо разобраться Думаю, как-то, рано. ну, лол. Пожертвовала бы она собой ради всего мира? Да, конечно, пожертвовала бы. Она А тут что? подросток, Есть типа новости? ребенок. Да, на изи это А. сделают вообще. Вообще-то Потому что да. подростки, ну, такие они. Эбби? Максималисты, ты знаешь, просто Нет. раз и Это да, погнали, но и все, она Ее пиданет пошел к в больнице. легкую. Искать медикаменты, вроде бы. С радостью это сделает даже. Вот к этой? Да. Что, ты пойдешь сейчас? Это же зацепка. Ну, хоть подожди, пока Джесси проснется. Она может уйти. Элли. Мы знаем, где она. Вдруг и Томми знает. Что? Ну, на тот момент она бы это сделала 100%. Ничего. Ага. 100% это бы Можешь запереть сделала. за мной дверь?
Да. Ага. Трасса номер 5 должна вывести меня к больнице. Трасса номер 5. Блин, вот знаете, Разыщу какой ее момент будет супер И крутой? выпытаю у нее, где Эбби. Ну, представьте, И короче, искать меня. в сериале Элли убьет Эбби. Просто представьте себе, короче. В конце это случится. Какой же катарсис это будет на самом деле? Вот как будто бы все идет к тому, что так оно должно произойти. Ну реально. Если Дракман так не сделает, но он мудак сраный, я не знаю. Ну это типа, ну настолько типа логично и настолько это было бы хорошо, что, ну я даже не знаю. Слишком маленькие яичишки. Не, надо наоборот ее все время подбадривать, говорит Дракман, жесть тебе яйца. Динозаврии. Здоровые. Вот чувак с яйцами, он бы так сделал, типа, знаешь. Хвалить его надо. Короче, твиттеры надо писать. Твитить надо. Хотя не надо, наверное. А то он вообще. Может сыграть его обратно. Кажется, еще что-то типа. О, я не пойду на поводу каких-то там бомжей, фанатов. Будут еще писать, что, мол, это они эту концовку предложили, и они благодаря им это вот все случилось. Вот Брюс Стрейли так бы сделал. Это второй разраб. А, понял. Брюс Стрейли. Мне кажется, когда Интергалактик провалится, Дракману ничего не останется, кроме как анонсировать третью часть. Он прям такой... Погодите. И анонс кинет. Ну, в каком-нибудь там, не знаю, Game Awards этого года, например. Рэнди Стайлз. Да, Антип. Они вдвоем делали четвертый Uncharted, первый Last of Us, DLC к первой ластухе, делал уже один Дракман, второй перегорел. Они дико дедлайнили. Ну вот Дракман в одного чипа дохера чудит, это точно. Вот они вместе с этим чуваком, с Брюсом Стрейли, вот надо запомнить это имя. Вот они в тандеме прям вообще, да, мощь. Uncharted 4, ну реально хорош. Ну реально хорош. Я в него играл и тупо балдел. Там столько всего творится, вообще охереть можно. М. М.
Выйдут? А. Во-во-во-во, у этого глаза есть. Блин. Так, я надеюсь, найду еще один кирпич какой-нибудь. Сейчас я нормально придумаю, как их размотать. Чувствую ее любовь, написано на стене кровью. Это местные фанатыки нарисовали. Ой. Канцелярия. О, бутылка. Как они действовать будут? А, они только внутри собрались. Есть. Вот и все. Не идеально, конечно, но неплохо. Записка выпала у человека. Не сгорела, короче. Вот список дезертиров. Ты Сахуан, женщина 64 сантиметра, азиатка. Андре Домингес, мужчина 170, латиноамериканец. Крис Марш, мужчина 180 сантиметров, белый. Адам Питерс, мужчина 167, черный. Среди похищенных ими припасов было оружие. Будьте осторожны, хотя их предпочтительно захватить живыми. Не рискуйте собственными жизнями. При любых признаках опасности разрешаю открыть огонь на поражение. Если бы они просто хотели уйти, мы бы что-нибудь придумали. Но дезертирство с кражей я не потерплю. Они должны стать примером для остальных. Да будет жизнь долгой, а смерть быстрой. Удачи, Айзек. Любопытно. Я так понимаю, что они были типа командные с последних проектов. Uncharted был в диком побрали и вызвали. А чё вот так? Что? А чё вот так? Где? Ну, Буде. я хочу вот так. Чё вот так? А, Антон, чтоб в проходе не не мешалось. Чтоб полы мыть было удобно. Вот так вот полы моют. Ну, вообще, типа, убираются в кафешках, ресторанах, местах общепита. Я хочу. Сок ты бери? М? Сок ты бери? Это кола. Вот там газированный сок. Да. Смотрел трейлер Solved Когула. Я в Дискорд скидал. Не видел. В разделе чат. Я просил, но.
Делают фанаты Хиры. Понял. Да, я тут картинку видел, но сам трейлер нет. Ну, чуть позже глянем. Потом. Так. Прикольный трейлер. Может даже что-то интересное выйдет. Alırım ben. Ayı turanın. Ну хорошо. А? Как делается колода? Ну, точно никто не знает. Ну, как бы примерно что-то похожее можно сделать. Но папа, по крайней мере, не знает. Но рецепты всякие разные есть. Типа только в интернете можно найти. Но это вроде как просто или нет? Дискорд бесполезно что-то кидать. Но я туда довольно-таки редко захожу. Честно признаться. По той простой причине, что у меня как-то вот эта вот тема, она осталась. Тем, что Дискорд забанен. Это выдавливают из гигантских улиток, как слерп, которым... Ты про колу, что ли? Привет, Бэйфок, здорово. Так. Черт. Там есть чем поживиться. И мы собираемся... Так. Ладно, вот так вот лучше сделаем. Пить из бутылки так неудобно. Но почему-то у меня появилась какая-то паранойя на тему того, что когда ты наливаешь колу в стакан, из-за того, что она вот так вот типа пузырится, газ поднимается, жидкость с этим газом нахуй испаряется, типа. Не знаю, бред полный, конечно. Но, блин. Но я порой думаю, что это, ну... Не знаю, у меня иногда такой, типа... Так, Вид в что у мозгу... нас тут? Дегенерат, который кидается подобными мыслями, идеями. Не смотрел эту серию? Там был напиток типа колы, и все гадали, как его добывают. И там в подземелье была гигантская улитка или гусеница, с которой вытекала... Это был какой-то момент... Да-да-да. Да, прикольный момент.
Кстати, этот Devil May Cry довольно-таки сильно недооцененный. Он прикольный очень. Ну, тот, который типа с этим зумерковатым Данте. Модный, стильный и молодежный. Он был прикольный. Жалко, как-то не доделали. Не продолжили, что ли. За странным проектом осталось и все. Но если разобрать сам процесс, то да, частично так и есть, потому что лопающие пузырьки разбрызгивают колы из стакана, какой-то аэрозоль, так что ты частично прав. Ну, спасибо, спасибо. И самое смешное, это когда герои узнали секрет напитка, то продолжили пить, так как вкусно. Ну, а хули, чё? Ну, типа, как, ну, странно, типа, знаешь, он не, ну, не сильно вредный, типа, и зачем людей, типа, ну, лишать удовольствия, да? Ну, чё, блин, зачем убивать улитку, которая дает классный напиток? М. Блин, я думаю, когда-нибудь начать марафон Devil May Cry. Но потом такой просто прокручиваю себя в перемотке, как это будет происходить с каждой частью. Я просто, ну, я реально охуею, типа. Я с ума сойду, наверное. Я ближе к пятой части уже настолько буду преисполнен, что вообще пипец. Я же пятую часть так и не поиграл вообще. Я прям точно уверен, что я прям максимально охуею. Это будет сложнее, чем ритм игры. Ну, я-то... Ну, да, скорее всего. Тайма, надеюсь, ты никогда не прочтешь эту записку. Надеюсь, я смогу ее разорвать и сжечь, когда ты вернешься. Это было, не помню, через сколько времени после твоего ухода. Я вышел посмотреть, не идешь ли ты, и меня заметили эти люди в капюшонах. Они стали кричать, что я грешница, а потом начали стрелять. Я забежала в дом, заперлась, и сейчас я слышу только дождь. Но боюсь, что они еще здесь. Мне надо бежать или остаться. Я совсем растерялась. Прости, что я такая слабая. Прости, что я отпустила тебя в больницу одного. Прости, что я не стал прятаться, как ты просил. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты знал, как я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся. Мне так страшно. Пейдж. Да. Кстати, вот сейчас вспомнил. Эллен Пейдж. Вот она, блин, она была бы супер прикольной Элли. Причем, если бы она получила роль Элли до того, как сменила свой пол, возможно, ну, блин, она бы, ну, это максимально было бы круто. То есть все были бы выигрыши. И она, и все мы. Вообще было бы супер круто. Я только в третью играл на PS2. Я на ПК. Ну, вперед. Но я типа реально стану пианистом, мне кажется. А, вот он, Пейдж, да? Они ее типа вытащили, обезглавили. Просто. Ощути ее любовь. Что за хрень? Сейчас. Жене скажу, чтоб в магазин зашла.
Нихуя себе кошка. Просто испарится. Блин, Борис. Так, какая-то коммуналка. Но мне в конечном счете, скорее всего, туда. Блин, я боюсь притрагиваться к дверям и все такое, но в том плане, что в этой игре оно всегда вот так вот, типа, ты такой подходишь к двери какой-нибудь, нажимаешь взаимодействие, и спустя секунду сразу раз, и ты, короче, в катсцене, она проходит через дверь, и обратно ты уже не можешь выйти, типа. И ты, считай, целую локацию просрал, ну, в плане потенциального классного лута. Обидненько так. Devil May Cry. О! О! Сейчас, ребята. Режим медвежатника. Я включу. Громкость увеличил. Оно. Ух ты ж, получилось. Да. Медвежатка снова в деле. Так. Вы сможете нажать X под... Увеличение дальности обнаружения противников, чтобы обнаружить последний противник. Ага. Какой котейка. А, ну, типа это был этот, да? Подсказочка. Звездный знак. Там Нил Дракман сказал, что Брюс Стрейли был автором игры, и я цитирую, отфильтровал мои плохие идеи. Ну вот.
Вот без фильтра там столько... Да. Без фильтра мы получили это. Фильтра не хватает. Да, в городе еще полно припасов. Я, ну, надеюсь, типа, Дракман как бы не звезданулся, не охуел так сильно, чтобы, например... Ну, вот, допустим, представим, что сейчас он будет снова работать с Брюсом Стрейли, и он такой зазнается, скажет, ты че, ёпта?» А сам или сам Брюс Стрейли скажет, что да не, я не хочу с ним работать, он мудак. Он похерил такую отличную, типа, ну, игру, которую мы вместе. Блять, ёбаный рот! Отпусти меня! Твою мать! Теперь твоя очередь! Ох, козлы вонючие, вот это... Тебе кранты, слышишь? На, блин. Мне кранты? Получи. Господи, вы больные, что ли? Суки. Господи. Бывший геймдиректор Naughty Dog Брюс Стрейли прошел Last of Us Part 2 и остался доволен. До сих пор голова кругом от поразительных идей, заложенных в каждый пиксель моего прохождения 30 плюсом часов. Поздравляю всю команду Naughty Dog с этим невероятным достижением. Люди, никогда не участвовавшие в разработке игр, я не уверен, что вы понимаете, сколько сил было вложено в каждый пиксель, анимацию, каждую строчку кода или диалог. Уровень усердия и таланта просто поражает. Да. М. Класс. Так, устойчивость. Ну, везде такое себе. А, они тут сидели. О, Пригодится. органическая химия, теория, практика. Вайнберг, Капур, Оменеку. Взрывчатка. Разрывные... О. Вот теперь, да. Теперь это начинает быть интересно. Так. Привет, Мелисса, оставляю тебе это. Если ты все-таки решишь пойти с нами, мы выходим из опорного пункта на рассвете. Я задерживал остальных сколько мог, но нами заинтересовался Айзек. Мы все хорошо помним, что было с прошлыми дезертирами. План тот же. Идти на юг и проверить эти слухи. Может, это и глупо, но уже лучше глупая надежда, чем прямо фанатизм Айзека. Вспомним, какими мы были. Вов нас приняли, но они для нас чужие.
Я очень хочу, чтобы ты ушла со стадиона вместе с нами. Надеюсь, ты так и сделаешь. Ты сок. Я похожа на псину. О чем ты еще? О, таблетки. О, фига. Дальность поражения. Так. Все. Надо быть осторожней. Да, согласен. Что-то как-то вообще неожиданно случилось это всё. Посмотрим, что у них тут. Прачка. Сверчок шумит еще. Не, ну я прям представляю, да, тут очень много работы сделано, это очевидно. Черт. Надо туда попасть. Ладно. А, А. М. Скользко. Так. Вот как будто бы с этим что-то можно сделать. Я в шоке с проработки лука отца, учитывая, что ее делали 6 месяцев один разраб. Я 2 месяца делал передвижение персонажей после этого. Ну, чел опытный. Вот ты тоже станешь опытным и не такое сможешь. Я уверен. Я уверен, человек опытный делал игру. М. черт. Да. Ты молодец, Элли. Да. Я молодец, Элли. Умом, да. Блин, интересно, папич как долго тупил в этом говне. Потому что я умный и делаю все правильно. О, вот это видно. Вот это больница. Госпиталь. Черт. Я думала, я ближе. Стрим папа сейчас смотришь? Не. Только хайлайты, и то редко. Сейчас вообще стараюсь такого не смотреть. Так сказать, фильтрую цифровой... Фильтрую цифровое информационное поле. И то я что-то вот слегка распустился. Там опять начал смотреть Мэдисона и так далее.
Хотя я его тоже вот переставал смотреть какое-то время. Отвлекает жестко. Даже Мэдисона, да. Ну вот ответил. Ну да, получается. Так. Блин, есть бутылка? Бутылочка. Вот туда как будто у меня, да, по сюжету. Но я люблю исследования. О, Есть. бутылочный рай. И вот это мой рай. Архивраг. Ядрить. Ох. Спасибо. Блин, с каждого стола надо будет потихоньку выстрелить. Типа помаленьку. По одному-два выстрела. А то А, его много. вонища какая. Винтовка полная. Дробовик пуловый тоже. О. Сраный пес. Так тебе и надо. Да. Я представил себе, если бы это была бы Фури игра, или была бы кошкой. Это лежала бы реально собака, типа. Ох, черт. Твою нахер. Так. Вашу мать. Блин, это те мудаки из сериала, да? Те, которые ныкаться любят. Жесть. Да. Паршиво. Те, которые, типа, ну... Умные, типа. Как они тебя? Она двигается. Вы видели, она двинулась? Боже, это было прям жутко. Ну все, хоррор начался, ребята. Покрепче держитесь за свои эти. Не знаю, что-нибудь. Замечательно. Отсюда выбираться.
Видел, видел. Черт, как мне выбраться? Да не надо выбираться. Сейчас зачистим тут все. Не, выбраться-то, конечно, надо, но просто мы это сделаем по-нашему. Этот готов. Говнюк. Давай, давай, давай. Встань, побеги, у тебя же очко пешится. Ты не можешь сидеть на одном месте. Надо обязательно побегать туда-сюда. Тебе код не позволяет сидеть на одном месте. Поведение у тебя не так прописано. Или я должен перестать это целиться, и тогда ты побежишь, типа. Нет? Подлец говна. Как не попал-то? Порядок. Хорошо. Мне показалось или нет? Блин, их реально много. Офис какой-то. Оп. Чем мы тут прятали? Ничего. Да, я прям представляю, что это типа у чела, который здесь сидел, было бухлишком типа на особый случай, когда он типа закроет какой-нибудь там супер выгодный контракт, многомиллионный и все такое. Не удалось. Правда, вряд ли тут люди с биржи сидят какие-нибудь. Тут что-то другое как будто бы. Вроде все, да? Так. Угу. Но тут вот непонятно. Может быть и не все. Когда мы одни, нам никто не говорит о том, что мы, ну, типа, все.
Или лишь можешь сказать там, например, похоже на этом все. Или порядок. А бывает и ни хера не порядок. Так что, да. Расслабляться рано. Так уже несколько раз был. Вот думаю, что все чисто. А потом раз! И все, за тобой, блин, прям. За твоей спиной стоят уже. Трясут тебя, убить пытаются. Нужен дополнительный метательный предмет. Странно, что она не может положить несколько. О, Вот эта больница. Уже недалеко. несколько бутылок. Речка прям образовалась какая-то. Да. Меня аж защекотало немного. Отсюда на улицу не попасть. Мне надо назад. Да, я понял. Но мы там пойдем вниз куда-то. Так, спущусь на улицу. Ладно, наверное, стоит достать стрелы. Ты гляди. Мразь. Ладно, Да, как-то странно надо получилось. идти. А что я кинул-то вообще? Ну это же не взрывчатка была. Должен же где-то быть выход. Да должен. Только ты не суетись. Мы тут лутаемся.
А-а-а. Ну, они прямо надо мной. Придется вытащить дробовик. Кажется, не очень близко. Давай! Да ладно, нет! О-о-о-о-о-о! Цепись от меня! Ну, надо было сразу нырять туда, конечно. В эту речку. Ох ты дерьмо! Блин. Блин. Черт побери. Блин. Смотри, куда плывешь. Ёб твою мать. Да не так уж и плохо все. А мы переживали. Сраный Сиэтл! Да. Как вы думаете, это питьевая вода? Хоть это и канализация, все такое, да, но, блин. Если он такие, да. Это вот, типа, прям оно, да. Природные источники. Нормально я так прошел. Без баланса. Заберите меня отсюда. Да. О, слава богу, улица. Я уж думал, сейчас локация с сраными канализациями будет. Слава богу, Так, что-то не ладно. так. Где я хоть нахожусь? Пионер Сквер Стейшн. Пионер Сквер Стейшн. Так. Я здесь. А больница вот тут. Срежу через парк. А может мы вырвем эту карту? Нет? Режем через парк. Блин, они же там, да? Эти фанатики. По сериалу знаю, что они там. О, сейчас будут страшные кадры показываться на экране, ребята. Явно. Что за необычный свист? Я Костик. Блять, нихуя! Вот стоило мне немного высунуться и на тебе.
Блин, это прям механика такая. Какого хрена? Headshot. Блять! Ну вытащи ты сраный пистолет, ёбаный суд нахуй! Беги, тварь! Пизда! Так и надо. Двигай! Что дальше? Да. Свистуны странные. Это не шрамы, а свистуны, блин. Боже. Это и есть шрамы. Неважно. Больница. Алло? Оу. Попробуйте только повесить. Хлеб-бар. А это рыбар? Угу. Рис с говяжьими щечками. Говяжьими щечками. Щечки. Да. Это щеки, но коровьи. А то надо есть. А там выглядит как щечки. Ну, конечно. А ты покупал же тогда с шашлыками. Да, да. Да. Ага. Это... Прикинь, такой ползаешь по земле, что само по себе не очень удобно, и тут тебе руку заползает ядовитый сороконож, который тебе по своей 1000 лапок выглядит наимразительнейшим образом твои действия. Так. Получить Это мощный дорога идёт оргазм. к больнице. Да. Затерпишь, но хули делать, да, типа тут как бы очевидно, что надо затерпеть, но как оно было бы на самом деле, не знаю. Я все-таки арахнофоб и трудно терплю подобное дерьмо на самом деле. Поэтому да.
Скорее всего... Не знаю даже. А потом она поворачивает свое лицо к тебе и говорит: "Повстал". Да. Тараканож. Тараканожка Зумеров. Блин, кстати, типа, удивительно, но Мне такое нужно мало добраться где до вообще Барса. встречается в плане того, что мало кто заигрывает в играх с масштабами. Ну, в плане того, что типа вот зум камерой на что-то мелкое, потом на что-то типа вот. Ну, разве что только вот на что-то большое, а вот что-то на макро плане, то мало типа такого. Я вот прям представил себе такую ситуацию реально, типа если мы играем в какой-то хоррор и тому прочее, где, допустим, ты не должен кричать в микрофон, и там какая-то такая игровая ситуация, типа тебе сороконожка бегает, и она вдруг типа поворачивается к тебе лицом, а там человеческое, ну прямо лицо, и начинает тебе говорить "сосал", и ты такой в ахуе просто, ха-ха, типа заугораешь, или в ахуе просто этвоешь, пугаешься и всё, да. Привет, Скар, здорово. Зашла. Ну ты прикинь, ты сидишь и играешь в какую-нибудь хоррор-игру. И ну, как вот ты выше описал, в травушке лежишь, там по тебе сороконожка, и вдруг она поворачивается к тебе и заговаривает, и при этом камера вот прям приближается к этой сороконожке. То есть ты прям, ну, смотришь на нее, и она потом поворачивается к тебе, а там человеческое лицо, и она говорит с тобой вдруг. А ты должен молчать вообще. Ну, игровая механика такая. Микрофон молчать должен. Заговоришь, тебя обнаружат. Привлечешь ненужное внимание, все такое. То есть вся игра построена была бы на том, чтобы конкретно игрок не издавал звука и так далее. Здорово, что зыришь? О, аппарат. Здорово, здорово. Тут иногда просто по асфальту идешь и нагибаешься зашнуроваться, а по ноге уже 100 видов букашек ползает. А таких лесах там вообще земля из них состоит. Ну, типа. А во. Да. Вот мы играли в Grounded. Там столько всяких этих мелких насекомых, типа, на самом деле ползают по земле. И это очень близко к правде. Ну, типа... Ну, буквально. Их слишком дохера. Я вот на даче был. И там... Вот... Сижу, чай пью с сахаром. И вдруг раз... Какая-то сраная букашка уже залезла в мою кружку. Я его вытаскиваю. Снова смотрю в кружку. Опять какая-то другая букашка. И опять, и опять, и опять. Блин, вот типа их реально дохера. Это вот вообще типа как... Пипец. Ну, тупо окружены жизнью, нахуй. Ненавижу насекомых. О, нифига себе тут. Зетник жить. Зет, о.
А не тебя. Ну, кстати, может быть, насекомые нас и любят. Ну ты прикинь. Особенно если ты, ну, неряшливый мудак, который все время роняет крошки печенья, там еще что-нибудь, типа. Ну вообще. Насекомые тебя просто обожать будут. Типа ты там, не знаю, не моешься, все вот это вот мусоришь и так далее. Да. Привет, можешь, пожалуйста, помочь на еду? Отстой. 1000 рублей. Просто перед сложно, никому обратиться. ДЗП дотянуть, просто в данный момент никого не осталось. Да, как бы, зачем ты у меня спрашиваешь? Старина, помоги, пожалуйста, видел тебя, решил обратиться, не обессудь, вынужден написать. Ну, я тебе вынужден отказать. Я не стану, типа, строить тут себя, типа, какого-то благодетеля и тому прочее. Блядь, чел, сходи попрошайничать на улицу. Это как бы самый нормальный, типа, вариант для тебя. Ну, то есть, если ты вот так вот, типа, ходишь попрошайничать, то почему бы на улице это не сделать? Причем ты, ну, просто на руки получишь. А, ты еще можешь, типа, просто написать свой номер телефона на бумажке и сидеть вот так вот. Ну, типа, реально сказать, типа, блин, умираю, помогите деньгами. Я, типа, не черствый человек, но если ты, ну, можешь вот так вот, то почему бы и на улице это не делать? Типа, чё бы нет? Или на худой конец можешь там, не знаю, делать что-то за деньги там. Ну там уже на твое воображение это все. Люди, у которых сладкая кровь, приманка для комаров. Да. У родителей завелись муравьи, от соседей поселились в моей медицинской карте. Может, они хотели мне что-то сказать. Он даже не подписан на тебя. Даже не подписан на меня. Ну, я уверен, он просто ходит по каналам и вот так вот попрошайничает. Блин, если так задуматься, мы наткнулись на первого цифрового бомжа. Кто-нибудь додаст, но это цифровой бомж. Прикиньте. Киберпанк. Будущее наступило. Даже бомжи цифровались. По сути не существует, потому что дают. Ну это да, это факт. Они также и существуют, потому что они мыслят. Педро, больница, центр медицины катастроф. Близко, чуваки. Тут можно пролезть. Пожалуйста, не надо! Зараза. У Айзека есть план, я вам расскажу. Только... Слушайте, они полны греха. Меня заставили! Блин. Пошла в траву.
И кому ты это говорила? Ребята, надо быстро действовать, вот быстро, жестко и решительно просто. Раз и все, отстек. Вот где-то там. Блядь. Это засада! Откуда-то оттуда! Далеко они не ушли. Да, тихо, 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 тихо. Еще одна! Одну упустили! Окей. Было неплохо. Серп. Ну, у меня есть топор. Он так внезапно умер еще. Я вас, по сути, хотел его спасти, типа. Это не Элли валит врагов пачками, это делаю я. Она всего лишь инструмент в моих руках. Не пушка убивает людей, а человек с пушкой. Вот и я человек с Элли. Вот так вот, ёпта, бля. И надо бы сделать такую зарисовку, где я типа держу вот так вот Элли как пистолет. Типа Элли с лицом. А точнее пистолет с лицом Элли. А вот они вроде как не кончились. Точно еще где-то есть. Это как цитата из «Темной башни» Стивена Кинга. Если я разумом, я не убиваю оружием. Тот, кто убивает оружием, забыл имя своего отца. Я убиваю сердцем. Я цель глазом стреляю, не рукой. Тот, кто стреляет рукой, забыл лицо своего отца. А лицо его отца это типа мишень. Я прям представил, что лицо его отца это тупо мишень. Вот такое перекрестие, короче. Хтоническое чудовище.
Где-то мразь ныкается, я уверен. Я даже слышу его как будто бы. Да, вот он. А. Вот и все. Это была Боже. лоботомия. Все. Да, они долбанутые. Томми, надеюсь, тебе повезло больше. Ну, Томми-то, конечно. Так, я думаю... ладно. В принципе, я хотел за серпом сбегать, но... как будто бы и не надо. Да, ладно. Не, ну коктейль молотов это реально коктейль молотов. Супер классный инструмент. Черт, опять. Откуда эти гады прут? Что-то стало тихо. Король Артур, на нас напали! Блин, ну я Рэмбо, конечно. Вроде все. Ну а чё стоять ждать, пока они спустятся? Пока разбредутся? Да не, блин, сразу. Вот просто вот так вот нам. Надо их быстро кончать. Блин, жалко, конечно, что я лут потерял. Ну ладно. Опа. Пом-пом-пом-пом-пом. Ора-пом-пом-пом-пом. О, я помню это место. Из геймплейного ролика, который показывали на каком-то E3 или типа того. Это капец давно было. Оно слегка другое. Чуть-чуть. Как будто бы растительности это не было тогда. Еще были всякие разные ролики с этими музыкальным сопровождением вот из этого трейлера. Типа Джона Уика подставляли, еще что-нибудь такого. И там она убивала здоровяка. А, вот этого здоровяка. Блять, здорово. Ладно, мистер здоровяк. Ах ты, ублюдок! Блять, ёбаный. Да сука! Гандон, блять. Никаких следов. Начинаем охоту. Отыскать ее. У шкафов! Леголас ебаный. Говно. Господи боже. Да, не говори. Ах да. Больница. Черт бы его так. Да,
Это было, да. Пристыдить. Понял. Так, изоленты не хватает. Блин, взрывные стрелы это имба, конечно. Ух. Блин, надо прокачать расстрельность стрел. Да. Быстрое натяжение, чтобы было. Ну, это же здоровяк, он не особо умный. Он типа такой, он схватил тебя, теперь я тебя выброшу, чтоб ты могла выстрелить мне в лицо взрывной стрелой. О, кайф, ты меня убила взрывной стрелой, как я и планировал, я ведь такой здоровяк, здоровиченный, умен. Попробуем. Что это за шум? Я бы чисто по стелсу проходил. Я не особо люблю стелс. Как видишь, я люблю врываться и взрываться. Аллах Акбар. Близко. Я надеюсь, ты там, Нора. Ох, мы эту нору. Блин, ну я прям как Ума Турман. Тупо убить Билла. Только убить я бы. Чичер. Надеюсь, когда будет третья часть, у нее будет секс с Эбби. Том, на улице все время стреляют. Нас некому защитить от этих чокнутых сектантов. Мы не можем ждать, пока сюда доберется Вов. Надо самим идти к нам на базу. К ним на базу. Я уже сделал кое-какие запасы в дорогу. Они в сейфе. Схожу, разведаю маршрут, потом составим план. Береги себя. Чуть не забыл. 38, 55, 23. Бхат Мандар. Мандар. Прикольно. А где сейф? О.
Что? Подожди, что там было? Ага. Радиус возгорания еще больше, ничего себе. Вы сможете нажать тем задерживать дыхание при прицелении, чтобы унять дрожь. Не, коктейль Молотова важнее. Блин, у меня же есть код. 38, 55, 23. 38, 55, 23. 38, 55, 23. Ну, что тут хорошего? Взрывная стрела. Вот. Прям набор молодого Рэмбо. Ой, верстак. Найс. Тетиву покруче. Ну да, у меня все есть. Мгм. Мгм. Ебать, как она не слышит. Не вздумай закричать. Руки. Спокойно. Она в Hotline Miami Ты играет? знаешь девушку Нору? Знаю, да. Где она? В госпитале. И где в госпитале? Они зачищают верхние этажи. Она где-то там. Game over, сучка. Ну нахрена? Нормально. Мы могли бы стать подругами, но, увы.
заканчиваем. Хорошо. Меня на базе подруга ждет. Ты издеваешься? Меня на базе Идти подруга. наверх. Эй, мы нормально справляемся. Не сомневаюсь. Так нечестно. Есть что-нибудь? В чем дело? Дрю? Эй, ответь! Крис! На нас напали! Вроде оттуда! За! Черт, куда она делась? Все, Жо. О! Ах ты мразь! Я прям как солидный змей. А чё F? Что такое F? Это буква алфавита. Блин. Все чисто. Кто меня видит-то? А. Блин, стрелу мою не вернул. Ушел его. Это тоже скушал. А ты играл в мультиплеер первой части? Не. Откуда-то оттуда! Блин, где она? Выследим ее. Ты, береги! Попала! мразь. Вот и все. Убиватор пим-пим, убиватор пим-пим-пим, убиватор, убиватор, у-пу-пу-пу, убиватор, у-у, убиватор, у.
Убиватор. Убиватор. Убиватор Эли и. Это была пушка-бомба, я там много времени провел. Блин. Я много чего пропускаю. Ну. Скольких я зарезал, скольких перерезал. Мама бара-бара, ба-ба-ба. Кирпичонский. Блин, зален. Сейчас таки дали дымоух, пока все застаненные бежали резать. Офигеть. Что делать? Что делать? А, типа, игра мне думает, что я долго тут нахожусь, прям, да? Типа, якобы я хуйней маюсь. Мне бы мачете или топор. Вообще было бы славно. Мокрое место только осталось. Блин, ну уж пока в версии-то могли бы оставить трупы. Я же не на консоли играю. Консольщики типа такие. Видят значок сохранения, такие: о, пора выключить консоль. И вырубают. О, вместо сохранения сломан. И специально для таких ребят там типа стоит предупреждение: не выключайте консоль, пока у вас идет сохранение. Да. Генератор. Блин, после такой шумихи Норана, наверное, спряталась бы или убежал бы. Список припасов. Английские булавки. Как следует обыщите второй этаж, там остались комнаты, которые мы еще не открывали. Может быть, там есть что-то стоящее. Ни в коем случае не суйся в подвал, Сэм. Ну, окей. Значит, проверил, есть ли оборот или нет. Мультик? О! Нора, это ты? Какие музончики слушают. Музончик слушает. Может, Эбби никуда бы не делась. Когда Эбби была здесь. А, вон он, эта мразь. Говори, куда она направилась. Когда Айзек спросит, что случилось, я ему изложу свою версию.
Флаг вам в руки, а меня работа ждет. Нора! Я из-за нее подыхать не собираюсь. Заперлись. Не кричи. Поставь это. Помнишь меня? Да. Да, ты помнишь. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Эбби была тут. Где она? Я не знаю. Выстрелишь? Сюда сбежится вся база. Но ты сдохнешь. Скажи, где она, и может я тебя отпущу. Мы могли тебя убить. А стоило бы. А может, просто стоило не лезть в Джексон? Где Эбби? Ты все еще слышишь крики? Что? Я слышу их каждую ночь. Да. Это Да, этот провокация. гаденыш получил по заслугам. Ах ты, сука! Помогите! Нарушитель! Люди, на помощь! Блять. По ней стрелять нельзя. Нора! Тебе не сбежать! Ну, блять! Стреляйте! Попалась! Два дрыща дерутся! А! Драка баб. Бросай оружие! Пыли! Нет, нет, стой! Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста! Назад! Опусти оружие! Ты сможешь уйти! Я могу... А ну заткнись! Брось оружие! Руки вверх! Назад! Тебе некуда идти. Нет, нет! Стой! Надеть маску! С хрена ли питание включено? Черт с ними! Найти нарушителя!
Ну, по сути, да, она же не иммунна. Порох наглотался, она уже должна... Ну, процесс заражения, обращения уже идет. Чайным грибом станет. О, у нас еще бита есть. Привет, Нора. О, боже. Боже. О май гад, о май гад. Где Эбби? Ты можешь дышать спорами. Это ты. Ты из цикад? Никаких цикад больше нет. Где Эбби? А я все равно умру. С чего бы мне что-то говорить? Я могу ускорить смерть, а могу продлить твои мучения. Подумай о том, что он сделал. Сколько народу из-за него погибло. Последний шанс. Давай уже убьем ее, ну типа в колено ударим. Я свою подругу не сдам. Ну, посмотрим, давай посмотрим. Давай, пора играть в гольф стальной трубой. А зачем по лицу бить, да? Типа надо было прям... Не, сначала по пальчикам ножки. По пальчикам ножки. Вот прям пальчики, с мизинчика начать. На, вот так вот сверху ударить. И так каждый пальчик. Блин, я бы стал бы ужасным человеком в постапокалипсисе, это точно. Это я. Элли. О, привет, Кипич. Здорово. Ты в порядке? Боже. Кровь твоя. Она видела некоторое дерьмо. Она прячется здесь, в океанариуме. Заценишь трек. Ясно. И сейчас просто кинь его в телегу Элли, под последнее это ты сообщение. умоешься. А, нет, под сообщение о стриме. Вот там. Подними руки. Да.
Я ее пытала. Все хорошо. Я не хочу потерять тебя. Знаю. Ну да. Запытала. Жестко. 2 года тому назад. Снова за мелкую Эбби. Это тут и Элли играем. Я на какой-то момент подумал, что это Эбби. Но родина Эбби Элли такие короткие все имена, да. Прикинь, Элизабет. Луизиана. Давай. Должно же быть что-то. Луиза. Марианна. Почему вы ушли? А такие короткие имена, они такие себе. Непонятно. Ну, просто легко запомнить. Что это? Это да. Опухоль явно мутирует. Посмотрим, что покажет результат анализов. Это очень важно. А, она типа вернулась в Сиэтл? Два года назад. Так, ща. Ой.
Я тут Байонетта. Байонет. Блин, прикиньте, дочь так назвать Байонет. Блин, на этого человека как на сумасшедшего будут смотреть. Люди, не понимающие, будут смотреть на него как на странного просто. Типа Байонет. И какого ребенка, ну, и какого рода человек получится с таким именем. Том Брайт. Не, ну должна быть какая-то одной длины имя там. Типа. Сестру должны назвать, не знаю даже. Елизавета хотя бы. А, да, вот тут нас оперировали, помнится дело, да. О, вот тут вот мистер хирург лежал. Почти все уже ушли. Не знаю, к какому отряду я примкну. Я хотела пойти искать того контрабандиста и девчонку. Нам сказали, даже если мы вернем ее или чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Единственный, кто мог разработать вакцину, погиб. Чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Единственный... Бля. Элли! Нашел. О чем ты думала? Вот так взять и уехать посреди ночи. Надо предупреждать. А не оставлять какую-то записку. Скажи мне, что ты сделал? Соврешь мне еще один раз, я уйду. Больше ты меня не увидишь. Но если скажешь правду, какой бы она ни была, я вернусь в Джексон. Не. Да нормальный предел. Очень даже. Скажи мне. Джоэл. Этот проект с вакциной. Убил бы тебя. Я остановил их. Извиняюсь. О, Господи!
Не смей ко мне прикасаться! Я вернусь. Но это конец. Не, вот сериал отличается очень сильно с этой темой. И очень сильно довольно-таки. В сериале они, по сути, нормально поговорили. И она сказала, что она попробует его простить. Ну, типа, вряд ли я тебя прощу, но я попробую, она сказала. И как бы все окей. Все было, ну, вполне себе не так уж и плохо. А тут она, да. Как-то она больше, ну, такая. Более незрело себя ведет, что ли. В сериале она более адекватная. Более человечная. Дина? Джесси? Война сближает людей. Ну, я этого-то не видел. Глянь, твое любимое. Я-то думал, тут как-то будет еще более-менее окей. Но она... Не, вообще в целом, вот именно предъявы по теме того, что он врет и все это время, да, и так далее, это нормально. Вполне себе, ну, понять можно. И то, что он сделал, тоже довольно-таки жестко. Ну, в плане того, что он, по сути, обрек весь мир на возможное вымирание. Не, конечно, выжить еще возможно, да, типа, своими силами вот этими вот продолжать вот так вот. Но в целом люди могли бы иметь куда больше преимуществ против кардицепса, будь у них вакцина. Это очевидно. Если бы все стали бы иммунны, если бы иммунных было бы больше, кардицепцию наступило бы прям, да. Дина? Джесси? То есть там уже пошло бы дело техники, типа, понимаешь? Сколько патронов бы ушло бы и так далее. Где эти двое? Ну вот в сериале она очень даже поняла его сторону. Там прям, ну, супер адекватно. Нормально так. Ну, там очень хорошо эта сцена сделана. Очень хорошо. Ну, смотря сколько сыну лет. Если как Джоэл, если как Элли, то Она тут не уже спала. смотря какой человек. Тошнило, еле-еле держалась. Разбудил бы меня. Она беременна. Блин, до сих пор не сказали ему. Да. Блин, грустный Виктор Цой. Узнал, что он отец. Я понимаю, почему вы пришли сюда. Но придется вернуться. Ей нужен уход, а здесь она его не Да, получит. я знаю. Я знаю. Но я не могу бросить Томми. Он здесь из-за меня.
Может, ты ее отведешь? Она без тебя не уйдет. Да. К черту. Пойдем за Томми. А этот океанариум, что ты сказала? Томми ведь еще не нашел Эбби. Мы там будем раньше него. И ты готов оставить Дину одну? Придется. Ладно. Пойдем, скажем ей, что уходим. Я подожду на улице. Да. Да. В такой ситуации, да и в таком мире вообще, узнать о том, что ты отец, не очень-то прикольно. Привет. Привет. И штука-то даже не в том, что он типа против, все такое, но это Запрет. просто Ладно? слишком Хорошо. нереально и сложно. Жил бы он в нормальном мире, я уверен, он бы обрадовался. Но Сделаем тут это. На кардицепс. карте океанариум на берегу. Наверное, нам вот сюда. Да. Вот хоть где-то можно остаться сухим? Ну, залезай. Ладно. Спасибо. Ну, я бы прям не сказал бы, что тут Элли супер неадекватная и ведет себя как, ну, супер инфантильный ублюдский подросток. Не сказал бы. Вполне себе нормально. Что ты сказала, Дине? Что Томми может быть в океанариуме. Я не сказала, что ты знаешь, если ты про... Нет. Думаешь, это база псов? Навряд ли. Но рассказала, Эбби прячется там. Она сказала, Ну, почему типа, они это да. сделали? Да. В первой части мы все-таки в роли защитника. Случился конфликт с цикадами. Теперь уже бывшими цикадами. Какого рода конфликт? Он был контрабандистом, и они не поделили какой-то груз. Завязалась драка, он убил кого-то. Видимо, решили отомстить. Черт. Это что-нибудь меняет? Нет. Я хочу прояснить один момент. Как найдем Томми, сразу повернем домой? Да, Но ты ведь не всех уродов перебьешь. нужно отвезти Дину в Джексон. Ладно. Хорошо. Ну, это реалистично. Не На пройти. самом деле. Сможем срезать через... Ну, ее вот сцену? такое вот отношение, типа, Попробуй. максималистическое и так далее. Ну, она сраный подросток, который только-только достиг зрелого, точнее, даже не зрелого, просто совершеннолетие. Типа, это, ну, просто цифра, по идее. А человек, по сути, продолжает быть тупорылым подростком. Да. А вот то, как это сделано в сериале, это вполне себе хорошо, потому что там она реально развивается как А ты не персонаж. боишься, что они придут за нами в То есть, Джексон? В смысле? Ну, мы же убили кучу их людей. В их городе. За то, что они сделали. А разве Эбби пришла в Джексон не из-за того, что сделал Джоэл? Но здесь же не Джексон. Джоэл и Томми помогли Эбби, когда на нее напали.
а эти пытаются перебить всех подряд. Они же стреляли в тебя сразу, так? Да, верно. Ну, типа, непонятно, да. Кого Давно мстить. Дина в таком состоянии? Всего пару дней. Когда мы сюда приехали, она наваляла кучу псов. Ты бы видел. Верю. Ей лучше не лезть. Ну, если случись такое в мире, то даже через 5 лет все будет не так. А сразу как безумно максимум. То есть безумие на максимум. Но... Ну, кстати, никто эту тему хорошо не обыгрывает, как мне кажется. Именно постапокалипсиса. И обычно показывают сразу типа такое мега разрушенное какие-то вот, ну, вещи. Либо как в Безумном Максе и Fallout, просто выжженная пустыня какая-то и творящийся пиздец. Но не делают это как, ну, допустим, было бы, ну, на самом деле, типа, знаешь. Ну, я примерно так представляю, что это было бы на самом деле как внешне, да, вот все вот на свете, вот примерно было бы то же самое. И даже спустя, да, вот 5 лет, там, ну, мало бы что сильно изменилось. И 10 лет. Ну, может быть, там, где-нибудь там прочее, да, вот действительно было бы дохера травушек-муравушек. Но в целом, вот именно вот этот вот момент, блин, когда все выглядит Джесси, как будто бы помоги. нормально, и ты можешь на какую-то секунду подумать о том, что все хорошо, и ты можешь в какой-то момент забыть, что по сути там за стеной и за окном творится тотальный ужас Хочу в тебя плане спросить. того, что все людские Почему она мне не сказала? законы Что уже беременна? не актуальны. Слушай, она Вот это да. обязательно скажет, когда... Это как вот примерно с лиминальными пространствами, но в плане именно, ну не знаю. Дождаться остальных. И потом мы атакуем шрамом. Ведь в прошлый раз Мы не повторим той ошибки. Мы все на нервах. они контролируют все побережье. Мы его через прилет. У нас что-то есть. Пойдем разберемся. Я прикрою. Ни хрена тут нет. У меня тоже. О, блин! Осторожно! Тревога! Вот так. Ну, Им лишь бы пострелять. конечно. Они воюют с какими-то сектантами. Как они их там называют? Серафины, что ли? Серафиты? Называют их шрамами. Тебе они попадались? Нет. Повезло.
Передачу смотрел с этим. Через 50 лет такое может случиться. Джесси Командер. Да. Джесси и Джеймс. Вот, блин, хотелось бы увидеть такую игру. Где вот прям, сука, тонкая грань такая. Когда вот сложно прям понять, что вот выглядит как будто все окей, но на самом деле творится пиздец. Но вне контекста, когда ты смотришь на помещение какое-нибудь там, типа, скажем, то оно типа как будто в порядке. Например, чья-нибудь комната в жилом доме. И дальше больше, там какие-нибудь улицы и так далее. Я почему-то более чем уверен, что глобально случись какой-нибудь зомби-пиздец, да, во всем мире, то до Якутска она бы дошла, но очень, не то чтобы поздно, но какой-то, бля, ебейшей задержкой. Я вот прям уверен. То есть это не как, там, скажем, ковид, да, она, ну, действует. А действует же она как вот прям по укусу, там, прочее. Это же все-таки прямой контакт должен быть с человеком. Я вот представляю, что, типа, вот живешь ты хорошо своей жизнью, как будто бы, ну, ебейшая тревога присутствует при этом. Ты такой, типа, живешь себя в Якутске, но по новостям и происходящему в мире ты понимаешь, что этот пиздец скоро накроет в то место, где ты живешь. Вот таких сюжетов я вот не видел вообще, кстати. Привет, Брайан Фокс. Да какой? Не, вот задумайтесь об этом. Представьте, что вы живете в каком-то, ну, реально отдаленном, типа, от всего мира каком-то, ну, месте, скажем. Так, и что теперь? Может спуститься туда? Ну, если не начнется с запада, обычно все начинается с запада. Ну, допустим, с запада. Но неважно. Но факт именно в том, что добраться-то трудно до сюда. Да, ну не то чтобы не пройдут. Они если и будут проходить, то, блять, это будет для них ебать какое испытание. То есть, ну, время займет для них какое-то безумное. Это раз. Во-вторых, они еще и встретят живность всякую. Ну, не то чтобы прям их там волки загрызут. Скорее всего, даже волки сами станут зомбарями. А штука в том, что, ну, я не знаю, ну... Вот если посмотрите на карту, типа, знаете, местности, то там типа вот ручейков маленьких, там типа озеров маленьких, вот всяких таких вот штук, потом не говоря уже о холмах, низинах, возвышенностях и тому прочее, то есть они просто заебутся идти, они просто, ну, там где-то поломаются, пока будут преодолевать вот эти вот дистанции. То есть как будто бы сюжет того, что вот вспышка зомби-апокалипсиса разом накроет весь мир, она вообще пиздец нереалистична. Ну типа, ну сами посудите. Просто, ну, слегка задумайтесь об этом. Это же комиксы. Стоп. Что тут было? Тут собирались те, кто от всего этого прется. Люди типа тебя. Мы родились не в то время, чувак. Да.
Если зомби, там, например, во время вспышки, они будут как вот в «Рассвете мертвецов», ну, типа, или как 28 дней спустя, бегающие, да, типа такие живенькие, прям активные, молодые, так сказать, шустрые, то ближе к Якутску, когда они будут подходить, они будут просто как вот, ну, в «Ходячих мертвецах» умноженное на 100, типа хуже. Они просто будут еле-еле идти, просто очень-очень медленно. А о чем ты говорила раньше? Насчет Дины. Что она скажет мне, Когда мы закончим тут. чем Ну, это как посмотреть. Не знаешь, она оставит его? Не, можно, конечно, всячески натянуть всякие бредовые типа сценарии по типу того, что какая-нибудь там сумасшедшая группа людей притаранит ебучий грузовик до Якутска, типа. Типа, ну, вытащит их вот сюда, типа. Блять, пускай они сначала на этом ебаном грузовике приедут сюда. Я на них, бля, посмотрю, как они сюда приедут. На их ёбло просто. Они вот где-то на полпути охуеют просто. Не то, чтобы вот прям они смогут подъехать. Они просто охуеют на полпути уже. Они просто скажут, не, давай где-то вот тут. На середине России там остановятся такие ебалы в рот куда-то еще плыть там типа. Да. Ну если это будет что-то вроде бешенства, шанс переплыть у них есть. Шанс переплыть? Да не, нахуй, какой переплыть? Да невозможно вообще. Типа это слишком нереалистично именно в плане того, что ну, мир не такой простой, вот понимаешь? Водные течения, подводные вот эти вот течения и так далее. Как они переплывут? Невозможно. Они вот в океане просто нахуй сгинут с концами. Если зомбари уйдут в океан в надежде переплыть, или если... ну ладно, более-менее такой реалистичный, знаешь, сюжет был, по-моему, вот придуман слегка этим, как его, автором «Ходячих мертвецов», примерно. Но это было не в «Ходячих мертвецах» комиксе, а в каком-то другом, я точно не помню. Или я уже это придумаю. Ну, короче, суть в чем? Зомбари нет вот так вот жестко лягут, тупо как океанский мусор будут вот так вот плыть. Да? То есть они просто как океанский мусор будут, как пластиковые бутылки плыть. И доберутся до другого берега. Это еще может быть, но и то с натяжечкой, потому что есть штормы. Этот плод из мяса разъебется. Стопудово разъебется. Ну и разруха. Океанариум. Он рядом с чертовым колесом. Ну тут согласен, если как в комиксе Крестоносцы, то полная жопа. Да не то чтобы даже как Крестоносцы. Если это будет как 28 дней спустя, это уже очень плохо. Потому что вирус слишком жесткий. А классическая зомби тема по типу передачи только через укусы. Через слюну или кровь. Но это уже, ну, контактное заражение, да? Это уже, ну, супер маловероятно, что эта херня быстро доберется до Якутска. Потому что, как вспышка случится, люди не вырубят махом интернет. Это вот 100% не случится. Все будут охуевать, писать. Вот почему во всех этих зомби-апокалипсис сюжетах, типа, интернет исчезает, блядь, через неделю или типа того. Да как-то нереалистично тоже. Да не может быть такого, что он так быстро исчезнет.
Люди будут там общаться, писать и тому прочее, и типа друг другу информацию передавать. Ясное дело, никто телек особо смотреть не будет, но разве что это только из интереса поначалу. Мол, типа, интересно глянуть, что там за пиздец творится. Что в официальных источниках передают. Но нормальные достоверные источники все-таки... Ну, их будет много и так далее. Куда теперь? Так. Так, нормально. Так, подожди, острова обычно недалеко от большой земли находятся, значит, есть шанс переплыть. Если вспомнить некоторые случаи из истории, где люди переплывают просто в нереальных условиях, но вопрос в другом. Зачем они вообще попрутся на остров? У них будет охрененно хороший нюх или зрение, чтобы увидеть или учуять кого-то на острове. У всех этих фильмов есть одно нереалистичное. Если бы это что-то такое было бы, сделали бы карантинные зоны как можно быстрее, военные в реальности явно не такие, как в фильмах. А там вообще непонятно, что другое дело, если вирус имеет инкубационный период, и его невозможно вылечить. Ну да. Но мне кажется, если случится классический зомби-вирус, вспышка, то на самом деле этот пиздец случится, ну, резко. И быстро закончится, наверное, мне кажется. Ну, может, в течение месяца и так далее. То есть будет дохерища новостей, кадров по типу Live Leak, где военные расстреливают просто толпу зомби. И будет даже местами непонятно, зомби это или люди обычные, типа. И опять же всякие разные, типа вот эти вот блогеры по теории заговора будут жестко упарываться по всей этой теме. Возможно, кто-то намеренно будет типа пускать информацию, какая-нибудь там типа супер радикальная группа мудаков. Ага, вроде бы. В таких фильмах и играх военные это обычно просто люди с автоматом. Даже сейчас уже есть куча всяких музыковых оружий и прочих танки. Это те же самые, как на зомби с танками разбираться. У танка есть хп, просто зомби будут наносить ему. Да. Ну вот единственный вариант, когда, типа, например, экипаж танка может проебать в толпе зомби, это если у них ресурсы кончатся. Но по факту, ну, во-первых, если менталка сдаст, они, ну, ёбнутся, экипаж. Не знаю, по каким-нибудь причинам. Во-вторых, с голоду сдохнут. Ну и все. Типа.
А так, типа, ну как зомбари вообще туда смогут проникнуть? Это же невозможно. Другой. Я хочу. Мя. Хочу. Тут еще! Там девочка заболела. Вот она беременная оказалась. А тут это мальчик. Что, пока нашли? Ну да, я ищу мальчиков, и они находятся. Ну, вот теперь Ну всё. просто нашел нас этот человек, он из нашего города, вот, Джесси его зовут, наш друг. Да. Кажется, ты прав. Да, это наше... Вот? Ну типа, да, наш брат, наш братишка. Логика-то, зомби не могут равиться прорвать, но вот крупленый бетон, да, даже сейчас воюют одним тут с зомбарями, пойду, видишь, с автоматом, ну да. Ну, я вот думаю, шансы у зомби вспышки типа есть реально, только если эта херня случится, ну, скажем. Джексон круче всех. Нахер этих уродов. Лучше и не скажешь. Я подумал по лицу. На! Виктор Цой. Выглядел как-то, как будто сейчас в лицо ударит. Нифига там рыбка. Тут реально рыба есть. Блин, какая вариативность. Ну ладно, я пойду так. Тупик. В смысле тупик? Ты сможешь там пролезть? Посмотрим. А. Знаешь, я бы пришел, если бы ты сказала, что вы уходите. Я просто не знала, как ты отнесешься. Я уважал Джоэла. То, что с ним случилось, кошмар. Я бы пришел. Джоэл, кстати, считал, что ты хороший. Он думал, что я в тебя влюблена. Постоянно тонто ханда. Серьезно. Но вообще, ты симпатичный и все такое, но ты не в моем вкусе. Что ты, азиат? Именно поэтому, конечно. Чебрнер, man, как кирмен, она об. Сап. Айда нах поедет, потому что. Ну а что, на тех же иллюминатов работает. А этот зомби в каком-то плане. Совсем охренели. Пихать гриб в детский отдел. У грибов тогда не было такого значения, как сейчас. А, да, наверное. А, это даже не шутка была, он настолько молодой, что типа не застал. Блин, сколько лет прошло, типа, с начала вспышки? Ага, боевые призраки. Про звездную пехоту, которая воюет с призраками? инопланетными.
Ну да. Ты такое любишь. Вместе с городом. Ладно. А у тебя, умник? Ну, у мамы была только одна книга для детей. Называлась «Корешок». Про мальчика, который превратился в лес, чтобы спасти деревню. И? Но чтобы мне не надоело, мама придумывала разные концовки. Один раз мальчик не делал ничего, и все умерли. Мне потом кошмары снились. Жуть. Ну, мама твоя молодец, конечно. Ага. Она сама доброта. Когда она узнает про ребенка, она на уши встанет. Ну да, представляю. Да, ребята из Helldivers довольно-таки радикальные. А, вот они шрамы. Паскудное место. Кровь свежая. Вернемся на улицу. Да. Паскудное место. Мачете круче. Мачете, 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 мачете. Тут недавно баг был. Можно было стакать стратагемы. Ой, что творилось. Зарево на всю карту. Всем привет, с вами ландшафтный дизайнер 85 уровня. Ландшафтный дизайнер. Готов! Осмотреть весь сектор! Псина, блядь. О, мой хозяин умер. О. Довольно чисто. Ща вы меня рассыпетесь нахуй. Смотрим в оба. Посмотри, что там. Оттуда! Оттуда вроде бы! Блин, стой. Жесть ты беспалевный, конечно. Блин, у меня фонарик еще включен. Теперь ты бездомная собака. Теперь ты мертвая собака. Вроде это последний. Ага, Здесь прямо начинаешь скучать по Джексону. точно.
У меня есть собака, если что, я люблю собак. У меня и кошка есть. Вообще я добрый человек. Кошку подобрал недавно с улицы. Могла бы умереть она на улице точнее голодной смерти, но подобрали. Теперь у нее даже паспорт есть. А я, кстати, сегодня в ветеринарную клинику ходил. Прививку сделали. И вроде в целом с ней все нормально. Ну, такой какой-то поверхностный осмотр провели. О, Кань. Блин, винтовочки надо стрелять. Блин, я даже, по сути, я просто реально получаю кайф от игрового процесса. В плане того, что я ебашу злодеев. Причем это происходит очень весело. Стрельба очень классная в этой игре. Офигеть, вот это был торговый центр. Мощный. Так, ну шо. Определенно магазин. Да. Это папа не рукой не только телефона или компьютера, ноутбука. Телефон или ноутбука курок не папа не курок баранды. А? Нет, хватит. Не забрал. Наверное, Эбби выбрала океана, потому что до него хрен доберешься. Возможно. Или, может, она выбрала океанариум, потому что запах рыбины будет довольно-таки естественным в этой среде. Был бы порт, она бы еще порт выбрала. Боже. А тут-то нам как перебраться? Нифига вообще машин много. Можем вон по той дороге.
Только она очень далеко. Или вот так. Да. Так лучше. Пошли. За мной. Блин, а Джесси вошел во вкус? Убиватор. Убиватор. Какой у нас план? Перебьем их и украдем лодку? Лодку-то мы точно заберем. Помешают им, сами виноваты. Надеюсь, их там мало. Да ладно, что ты? Мало, много. Один хер будем убивать. Здесь все в хлам. Что ж такое? Есть! Давай! Это как-то громко, не? Иди сюда, давай. Жесть ты, русал. Аквамен азиатский. Помощь нужна? Тут моторка. 12-м снайпер. Повторяю, у причала работает снайпер. Скорее всего, налетчик. Вызываю все отряды. Прием. Черт! Вы 4. Закрепитесь на перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока наших отстреливают? Нам дали приказ. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. Блин, какие же мы беспалевные. Эту веревку прям закрепил. Не дайте ему плыть. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томе. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так А что что, если мы... он в беде? Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Ну и не надо, блядь. Надеюсь, что ты выживешь. Ну туда, что-то Элли вообще перегибает, нахуй. Мотор заработал. Где причаливать? Давай с той стороны. Есть. Прикрываю. Нихера они прям.
Это нарушитель! Что? Софи? А! Жесть, ему не прикольно. Выруби ее! Усилить натиск! Я солидный змей. Блять. Доигрался. Ладно, сейчас сделаю нормально. Сейчас сделаю нормально. А, прямо отсюда, ничего себе. Ну тогда продолжаем нашу ползучую эпопею. Блин, он где-то тут наверху кряхтит. Останови ее! По-моему, с той стороны! Обыскать весь центр. Может, шрамы? Да где он меня видит вообще? Понять не могу. Не стоит рисковать! А. А ты внизу, да? Вперед! Ругается. Так, лодка. Вот и взял.
А, вот она лодка. Аптечка. Блин, я тут уверен, очень много всякого лута. Ну, лутать, ходить, искать и все это, но это вообще полный бред. Это полный бред. Это полный хлеб. Давай! Ой, это прям как было Resident Evil 4, помните, мы были Леоном Кеннеди, и мы плавали на лодочке. Интересно, что было раньше, лодочка или резик, или одни из нас, два? Порядок. Поплыли нет. Ладно, я туда поплыву. Хочется исследовать, там шоколадный маяк, какое мороженое есть. Тут как будто бы можно что-то налутать. Или вот тут. Да. Антон ушел? Потому что нужна помощь другому мужику. Он пошел спасать другого человека. Я пошел убивать другого человека, а он пошел спасать. Бэт, ты читаешь, значит, у меня больше нет. Надеюсь, это были не шрамы. 70, 12, 54. 70, 12, 64. Вот. Вот. Но. И куда же я попаду? О, мега таракан. Таракановский. Антон, потому что вот так. Да. Да. Это теперь как настоящий профессиональный медвежатка. Прикольно, что они сделали такую тему. Это прям очень даже годно. А? Так вот. Бурбусу. Есть. О, поплыли. Поплыли. Вперед.
Ну ё-моё. Сводись. Есть. Окей. Нам сказали, что это дерьмо может заглохнуть в любой момент. Мы вас поняли. Двадцать одно. Очко получается. 25 теперь. Но все равно ни на что не хватает. Сейчас убить. Кончай, герба моргло. Там внутри домов есть зомби, наверное. Не. А, Вот это нокаут. Антон. Спустя много лет, короче, случилось вот это вот все происходит. Плотины там сломаны и все такое. Это старые зомби. Старые зомби становятся больше. И злее. Где-то решил ехать. Ну там люди припасы оставляли. Наверху? Ага, да. Где он умеет? Где он умеет? Антон, скорее всего, укусили. Зомби укусили. Есть зомби? Угу. О, просто Тербутар, и он, короче, умер из-за этого. Потому что заболел. Черт. Угу. Ложись! Еще одного! О боже. Все. А, Где ловушка? а тут да. Ловушку будут. Засада. Засада это тоже ловушка, но организованная с участием других людей. То есть они вместе стоят и стреляют, например. Выжидают, пока человек придет, и нападают на него. Это засада. Папа был тут? А? Папа был тут? Нет. Папа тут не был. Папа просто уверенно двигается.
М. Здесь настало так. Антон, Антон, раньше здесь люди, как бы это сказать, отдыхали. Ресторан был тут раньше. Теперь оно разрушено, и тут теперь вот много воды, и можно проплыть вот так. Здание разрушилось. Здесь Антон это сама это. Да, дамба. Стены сломались, и много воды стало. Сейчас же... Это шумки сама? Нет, просто износились материалы, за ними никто не ухаживал. Что? И они просто сломались из-за того, что... Ну да, не все так просто. Вот там какие-то старые рекламные листовки. Короче, иногда механизмы всякие вот надо смазывать, чинить, чтобы они не ломались. И вот когда случилось вот это вот все, никто этим не занимался, и поэтому там механизмы они начали изнашиваться, ломаться. И в итоге, короче, там все сломалось, взорвалось. Плотина разрушилась и так далее. Вот это вот. А ты там не плачешь. Ну, не знаю. Твою мать. 6. Она очень. Антон кусяранжаннар тупуттар ванна не кумыттар. Потому что они злые. Больные. А. Папа, тупишь. Твою мать. Ты серьезно? Антон типа да. Погоди-ка. Давай. Скотч. Папа нашел это? Ох, мы взяли этот пистолет в самом начале. Это пистолет нашего друга. Что? О, папа. Да. Папа этой девочки. О, как будто сломаться может. И сломаться как будто бы может. Давай. Ну да. Я же видел. О. Беги! Я сказала, если вы твари все! Получи, засранец! Папа, М. здесь сумки, здесь сумки. Антон кушать любит. Теперь к этому чертову Вот колесу. он решил подкрепиться своим другим товарищем, который является зомби. Зомби-ларисир, зомби. Антон голодный. Это опять машинку? Угу.
А еще есть колесо? Это, наверное. А есть? Это зомби. Вот так. Это, ну, скорее всего, да. Это есть? Вот. Вампир. Вампир, да. Нет. Вампир. Это потому что тут везде зомби. Эти зомби другие. Не такие зомби, как обычные. Эти зомби из грибов появились. Заболели грибами люди и стали. Это, о, грибы они это. Поры начали испускать. Короче, маленькие такие эти частицы по воздуху. Люди надышались ими и заболели. Вот они. Как пыль. Поэтому мама все время дома убирает, чтобы мы не заболели. Не стали всем. Ну там старый зомби всех скушал. Старый зомби всех. Это потому что он негодяй. Злодей. Кусява. Да, злодей зомби. Так. О. Еще одна записка. Джуль. Там много чего-то написали. Человек любит писать. Писюнькать. Много писюнькать. Наконец-то. Жесть. Все это ради того, чтобы подвинуть эту странную трубу. Да, вот это мощно. Как-то туда добраться надо. Вот туда. Или я там был, не был. Слегка непонятно. И почему нельзя передвинуть просто? Я ж там был, да? Да, я там был, короче. Так. О, нифига там прям вообще было. Вот он, океан рядом. Это там. Мы рядом с этим океаном. Порт близко. А выехать? Выпуск. О.
там плывем он в сторону этого аквапарка. Акула, да. Да нету акулы, наверное. А может и есть. Ну, по идее, должна быть. Кстати. Там, не знаю. Может быть, есть. Вот туда. О, всё. Полетели. Поплыли. Ха-ха, жесть. Да ё-моё. Вот он волны. Океан. Шторм идет. Видишь, погода плохая. Я справлюсь. Ага, море. Или океан. Блин, как же мокро. Я прям чуть ли не чувствую, какая она Эпи, где мокрая. ты? Нет, он нюрки. Топ. Пластиковый, не настоящий. Видишь, декорация. Это аквапарк. Помнишь, аквапарк же ходили? Иди. Ну вот, это типа такое место. Антон, типа тут декорации такие. Аквапарк. Ну как не знаешь, пылишь. Так. Ну да. Конечно, мы вот так вот не заходили, но там вот были. Примерно в таких местах. Что это такое? О, это кораллы. Такое вот под водой находится обычно. Ну, это тоже кораллы. Это подводные растения, типа. Окаменелости и там прочее. Ну, там, да, пузырьки и там прочее. Это для рыбок все. Как-то интересно все устроено в природе. Папа не знает. Но это типа растения для рыбок. Они кушают эти кораллы. Может быть. Ну, чтобы не умереть с голоду, кушают просто. Ты же кушаешь печеньки и там прочее. Вот они тоже вот. Только они не печеньки, а эти кораллы. А я сюда поднялся зачем? А, сюда. Сюда. Посмотри.
Ну, Где там кто? это бутылки с горючим веществом. Для коктейля Молотова надо. Для бомбы. Горящей бомбы. Вот. Да где ж тебя носит? Да, вообще не похоже, что тут кто-то есть. Как будто бы. Ну, по крайней мере, походу они прям как-то укромненько сидят. Черт. Ой, снова вентиляция. Ах. Ну, конечно. Ну, хотя бы раз, чтобы мы не падали. Ой, собака, собака! Пляхай, собака, пляхай, собака, пляхай! Где та собака? А ты нас кушать хотела? То он купанит? Нет, он охраняет. Вот давай, на них. Вот давай, на них. Охранник, да? Боже, Ну, где-то тут есть, наверное. что за хрень тут творилась? Как это? Не знаю. Бинты с кровью, но... Тут операцию какую-то делали, видимо. Ну, сессия? Это не... Наверное, лекарства ищут. На иди, няня. Ищет. Свет горит. А куда мне в сюжет? Туда, наверное? А это что? Куда сиди? А нет, еще туда пойду. Это Жестко краб нарисован. А, куда сиди, папа? а? Куда сиди? Куда же ты, да? Нет, куда сиди? Куда идти, да? Нет. Вот тут они сидели, кушали. Что это? Оуэн Мур. Оуэн. А, ух ты, как. Серьезно? Это вот бойфренд Эбби. Краб. Крабушка, краб. Краб, краб. Ладно, идем к крабу. С того острова не возвращаются. Сколько раз Эбби рисковала жизнью ради тебя? Это ее выбор, я туда не пойду. И не надо! Уходи! Это типа кусать он их еще. Пошел ты, Оуэн. Руки! А, мышка Эбби. попалась. Ты та девчонка из Джексона. Скажите мне, где она? И тогда ты нас не убьешь? Дашь ей, что она хочет, и нам конец. Вам незачем умирать, мне нужна она. Вранье.
Иди сюда. Сюда, я сказала! Покажи мне на карте, где она. Потом ты. И уж лучше, чтоб совпало. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Может, не надо? Стоять! Давай поговорим. Отошел назад! Да стреляй и все, в ногу, например. Покажи, где она. Показывай! Да, господи, чё она? О, хорошо. Да чтоб мы умерли от этой мыши? Серьезно? Скажи мне, где я бегаю? Твою мать, где она? Она... Я беременна. Нет, 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 нет. Эй! О, это Томми Лол. Тихо. Все хорошо. Пойдем. Пойдем. Кто это? Антон, это дядя. Все хорошо. А тетя няня? Антон вот так вот теперь все. Нету няни. У меня няня. Да. Антон, потому что мама умерла. Иди. Кто это? Василка? Как это? Это учебник английского. Все же взяла. Читает он. Мерзко. Ух ты, это что такое? Вау. Это так не должно быть, наверное, да? Все, исправилось. Кто это тут есть? Кто это тут есть? А люди говорят, наши люди. Только я их не вижу. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Элленсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично.
Элли. Они расплатились сполна. Но она будет жить. Да. Ты согласна? Выбора нет. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Подарочек. Ну, покажи. На откуп. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Что это за кровь? Нет уж, сам ищи, как подлизаться. Ты в порядке? Да. Элли. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей — мои проблемы. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем... Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Черт! О, да ну! Лол! Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю! О, да ну нахер, серьезно? Беги отсюда! Вставай! Живо! Мать, не вздумай! Терминатор здесь, я в ахуе. Ладно. Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Нет, нет. Опять Я 20. знаю, Она почему ты просто телефон. появляется и мочит наших друзей. Он Ну просто класс, спасал просто. меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Вот дерьмо. Мы теперь будем играть за Эбби, да? А, черт. Пап! 4 годами ранее. 4 года назад. Твою мать. Где попало так? А ты попало так? Ну, теперь мы играем за эту большую кобылицу. Ну, папа! Может, хватит уже? Угу. Пап! Что это было? Где ты? Съешьте меня, зомби. Съешьте меня, пожалуйста. Белоска, белоска, белоска. Ну вот. Посмотри, 78-й год.
Шикарно, Эбби. Ядрить она тяжелая, типа. Сколько она есть? Килограммов 90. Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Ну, Вот чисто где. какая-то, типа, знаете, не знаю, Каждый раз, дешевая когда ты так версия сбегаешь, Элли и разнос Джоэла. устраивают Прям мне. Да брось. эти двое. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь Типа, безопасно. Пап. Эбби, Элли и Джоэл она должна курильщика быть чисто. где-то сразу за этой рощицей. И? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Да, Обещаю. да, Элли и Джоэл курильщик. Давай только побыстрее. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Ладно, я понимаю, что Дракман хочет сказать. Короче, мы типа завалили, точнее, Джоэл завалил другого Джоэла, короче. Причем еще Джоэла настолько хорошего, что тот мог создать вакцину. Эй, смотри. И это типа капец как злобно, типа на самом деле. Окей, мы поняли. Мы поняли. 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Блин, ну, Пап. надеюсь. Расслабься. Скоро вернемся Я жду к эти твоему серии. Правда. Что-что? Я жду. То есть без иронии и так далее. Мне очень интересно, как Эбби сыграет. времени проводить вместе. Ну, точнее, как девушка, вот эта вот играющая Эбби, сыграет свою роль. И давно ты Мне знаешь? безумно интересно, как Я это твой будет. отец. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Ты сразу такая серьезная. Это очень мило. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Он теперь со мной особенно учтив. Боится лишний раз слово поперек сказать. То есть ты сел ему на голову? Что ты? Эбби, смотри. Свежие следы. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не Кабан? в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Что ты там ищешь? Капец, машина. Давай-ка еще тут порыскаем. Слегка двинулся, и он уже это... Пап, Родил? я нашла... Кабан родил? Боже мой. Она уже родила. Она родила. Смотри. Кабан родил. Планета следов. Кабан... Кабаниха родила. Это она. Да. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет, ей больно. Это... Родильный мешок. Пошли. Да. Там маленький кабанчик Если тут родил. зараженные, Здесь все проверяли. они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой? Конечно. Вот черт. Эбби. Что? А, зебра, нифига себе. Нужно ее освободить. Тихо, не Блин, бойся. круто. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Да тихо, ну на Черт. тихо. Глубоко вошла. Ладно. Эбби, иди сюда. На. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Спокойно. Док, вы здесь? Ну режь. Да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Погодите, а он сколько лет, чтобы он Держи встречался с этой Давай. с Эбби? Или типа он встречался с Мел? Я так и не понял. Крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь. Держи. Ну и чё вы такие? Давай, давай. Сейчас.
Блин, какая же Эбби хорошая девушка, правда. Классная. Освободила зебру с месяца. Охренеть! Классная девушка. Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Мне нравится. Такая грациозная, прям бегает, классно. О, смотри, зебренок. Мы с вами молодцы. С зеброй. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли. А, это прям тот Руке момент, старый когда след от привели укуса. ее. Такие. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализу. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Вот это дом. Вот это госпиталь. Это хат дом. Это да, база сделали в больнице. Ткань по-другому никак. Да. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранить жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло. Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все те ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Блин, какая же Марлин тоже хорошая. Эбби. Я принесла поесть. И Эбби такая красавица. Спасибо, милая. Все такие классные. Марлин. Хорошо. Все как бы хотят спасти Элли, но не знают как. Невозможно. Типа. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? А Эбби переживает за эту Они девочку. вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. А, и вот это вот типа... Ты поступаешь правильно. Окей. Сейчас Марлин пойдет расскажет, и Джоэл там кипит жестко. Будь это я бы согласилась на операцию. Антон... Тут уже папа Элли постарался. Он что, до сих пор в здании? Эбби. Нет! Эбби, не смотри. Папа! Эбби. Нет! 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 Давай, Оуэн, утешь ее своим стволом. А он это ведь сделает, да? Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Ё-моё. Джоэл, вставай! Нет! Нет!
Гори в аду, пиндео. Да, да. Блин, я до этого урода, блядь, доберусь нахуй. Вот он меня больше всего бесит, этот пендеха. Не-не, мы пришли за ним, и все. Его звали? Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Мэнни? Он прав. Мэнни. Никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан! Выстрелишь? Все! Мы уходим. День первый. А типа чем она занималась? Реально, мы... Эбби. Это так работает. Ну ладно. Тише. Работает мудак. Ты в порядке? Город воров. Дэвид Да, Дэниел. Блин, такая классная Эбби. Слушайте, она еще и Чего? начитанная. Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Вамонос. Ладно. Нахер она такой качок, я вообще не понимаю. Да, блин, вот просто бред какой-то. Я просто охереваю, блин. Каждая секунда, когда я смотрю на это, просто охереваю. Ну реально, как это возможно? Просто невозможно. Ну, как она может так накачаться? Это вообще нереально. Клево. Она должна была младенцев кушать или типа того. Ну да, 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 у вас тут качалка, это все объясняет, да. Только я вот что-то смотрю на этих людей, и просто буквально, литерали, ни одного качка, как Эбби. Просто все дрыщи, дрыщанские. Это невозможно. Как она вот такой стала? Вы гляньте на этих других людей. Кто они? Вот что это? Дрыщ, 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 дрыщка, дрычка. Блин, одни худощавые мудаки. И она просто, блин, машина. Арнольд Шварценеггер в юбке. Это вообще бред какой-то. Да, это выглядит как мод на игру или типа того. Это просто жестко. Я не понимаю, блин, это что за бред вообще. Да, типа стволовые клетки, да, вот она жрала младенцев. Вот скоро Мелборе... А, нихера, не, живые, смотри. Дети вон они. Привет, мисс Потс. Мой обед. И с ней? Увидимся ужином. Да. А эти пережили, типа, не стали обедом Эбби. Это вот так. Там дети. Учатся, типа, детский садик у них тут. А просто там дети. Ее столовая. Надо с отцом поговорить. Это дети рождаются, и они, типа, вырастают, и их вот Мне обучают. что-нибудь Вот, видишь, вот, короче, не Будешь живут вот есть, так что вот. дадут. Этот шрам Жесть тут много. Я подхожу, чтобы ему... Терпи. Терпи. Чё тебе надо? А, черт, прости, не заметила. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? А, они все такие молодцы. Слушайте, они типа эвакуировали людей, они там занимались благим делом, кайфовали, ну, типа, такие молодцы. Ну, типа, такие молодцы, что просто решили, типа, толпой направиться в Джексон, замочить одного мужика. А потом вернуться, типа, такие, мы молодцы. Молодцы. Тебе никогда не стать такой, как я. Неудачники. Вы все неудачники. Она же и часто приходится затачивать. Вот они младенцы.
Мои младенцы. Ням-ням-ням-ням-ням. А? Ну, это фантастика. Я не знаю, откуда у него столько мяса, но это фантастика просто. Да не корова. Ну ладно, допустим, они олени поймали, типа схавали. Это, может быть, это вообще зебра. Ну ладно, разводить кур еще, наверное, можно, но где эти фермы, типа, я не знаю. Просто тупо охеренно здоровая лавка. Мясом, просто бред. Что у нас сегодня на обед? Буритос. Опять. Буритос. Ясно. Буритос, ну круто. Эбби, что ты делаешь? Эй, tenemos prisa de meter burritos. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пройду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чё вы? Ну как так можно? Третий-то ко мне. Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Мэнни? Буритос. Я думал, ты мне дашь второй буритос. Я как бы ем за двоих, троих. Пойми, вы обе мне дороги. Мне надоело это притворство. Она знает, Погоди, он сказал, типа, с нами Мэл в и патруль? она согласна? Это та, вот беременная, да, она в патруль, да, с нами? Нет. Это из-за акцента. Беременная. Брось, не будь параноиком. Неудобное положение? Нет, я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Буритос Не стоит из делать вид, что младенца. я этого не А? заметила. Конечно, нет. Ням-ням. Она А, точно ничего? так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Она Но кушает. она не такая, как В этом буррито есть Ей ребенок. раньше не приходилось истязать людей. Почему она такая здоровая? Потому что она детей кушает. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай. Ням-ням-ням. А она О, врач. уже половину Прошу тебя, скушала. Эбби. Пока по Она же лестнице своя. поднималась. Пожалуйста. Ам-ням. О, нифига, она просто в один заглот схавала. Вот это вот раньше была она, видишь? Это вот она. Это Амаз. Да, это типа не да, типа победили. Для Дракмана это выглядело супер круто. Ну и потом он художник, он так видит. Собирай вещи, я скажу за мной. Давай, Будь умницей. отцепись. Стадион. Ё-моё, они живут в стадионе. Это очень много места. Ученая, да? Не знаю. А, ну это стадион. Здесь проводятся всякие разные игры, там прочее, но сейчас здесь нету игр. Здесь сейчас живут люди. Да-да. Это кухня. Ну это кухня, это... Не, я потом. Потом, блин, потом. Блин, просто... Потом. Чудище, ты чё, блин? Она забыла, что она женщина, я вам говорю. Ладно, я шучу, осуждаю свои слова. Никакого сексизма, она молодец, она крепкая, сильная, жесткая, классная, красивая женщина, которая внушает мне лишь только... Ты готова? Блин, я Да, вообще в почти. ахуе. Она реально пошла беременной в патруль. И им типа норм, да, типа, им нормально, им прикольно. Там типа Мам. шрамы всякие, Эбби, кардицепсовые Они, правда, отправили тебя? зомби, Я и вижу. эта, бля, беременная пошла. ты могла попросить остаться? Типа, вот что за бред вообще? Дракман вообще, Просто так. он как вообще с головой Лорд что дружит? говорит? Как это вообще, А типа, почему сюжетно Лорд вообще? должен решать? Вы чё, прикалываетесь? Надо забрать Элис по дороге. О, он не до... А вы два придурка, зачем ее берете с собой? Я не понимаю вообще. Она беременная, просто, блин, влепите ей клеща хорошенько. Это мыши пучеглазые, ну серьезно. Я не... Почему они берут беременную? Что за бред вообще? Я не понимаю.
Я в ахуе просто, ну что за бред вообще? Куда тебя посылают? Можете тащить, нет? Почему? Как вернешься, осмотришь моего отца. Ё-моё, типа она такая сильная женщина, я пойду и просто Ложку едва держит. хочу доказать всем, что беременные женщины тоже могут пойти в патруль или что. Или у них тут переизбыток детей в этом, сука, в стадионе, я не понимаю вообще. Ну и как твой настрой? Перед родами. Я вообще не понимаю, бред какой-то. Нифига они богато живут. Не, серьезно, это... Вы откуда животных берете? А. Вижу. Ну, типа... Верю. Ну, ладно, окей, ну, типа... Хз, ну... Есть животные. Да бред, все равно мяса много очень. Вы чё, типа... Капец, Дракман вообще кончен. Я не понимаю, они вот каждый день вот так живут, да? Типа каждый день у них биштекс. Или у них какой-то праздник намечается. Я чего-то не знаю. Блин, все курят, все курят. Кормить надо. Столько ревущих Картошки. О, он небось в шоке. Он еще даже Не, ну даже с учетом того, что это типа ну целый стадион. До этого не хватит на всех этих людей ни в коем случае, типа. Капец все важные такие. Стоят, курят, там что-то это. Я вообще не понимаю. Их четверо. Терпи. О, собаки. Папа, А? папа, я так как на них собак. Это вот собака. Выписываю лист. Она внутри играет. Так. Это вот разводит собак. Собаки. Я вас скоро пристрелю. А вот тебя зарежу. Блин, классная игра. Обожаю. Это типа она радуется. А вот эту собаку я зарежу. Моя любимица. Только она тебя и терпит. Не ревнуй. Хочешь прогуляться? Это, Давай, пойдем. Типа они тут бегают, резвятся, радуются жизни. О, привет, Мишка. Ну ладно, раз уж ты так просишь, лови мяч. Блин, почему нельзя Никит? Неси сюда. Ну, прости, виноват. Всё. Пока, пес. Тебя я вчера видела. Так. Да, меня. Ну ты и кобель. Что она здесь делает? Для Айзека что-то. Ей, наверное, одиноко там. Ну, ей очень нравится. Овечки, Спроси её про коровы. кочевые облака. Ну я не знаю. Ну не знаю. Куры. Да, если Да не, ну как-то несопоставимо с масштабами того мяса, которое у них там есть. То есть соскучишься по шраму. то мясо, которое у них там есть, Я с ума сошел. как будто бы, ну, может быть, 2 коров убили. Или 1 корову и 1 овцу. А чего ради, типа? Чтобы... Чё вообще? То есть им придется каждый день вот так вот херачить этих животных, так они типа месяц с ним протянут. Вообще не понимаю, бред какой-то. Не, спору нет. Показали, что они богато живут. Привет, Без Эбби. проблем, это я вижу. Здорово. Ну просто немного, ну как-то поддушнить захотелось. Не знаю, ну типа бред какой-то. Почему вот так? Покойся с миром, Бог. Почему вот так? Это лог нами? Это типа у них такой вот волк. Это их эмблема. Привет.
Мне как обычно. Хорошо. Gracias. В смысле покойся с миром? Машина Они типа есть? больше типа не эти, что ли? Есть Не болт? С-24. Автомат. Я поведу. Выезжаем. Пендехо. Вот такая. Спасибо. Да будет жизнь долгой. Машину Да мне будет смерть забрала. Устроим разминку. Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Это по-крупному. Кто больше? Полный магазин? Ну, держись, Каврон. Смотри, папа, мне надо готовить. Антон, чтобы не оглохнуть. В смысле он настрелял больше? Я в голову шмалял. Одеяло, чтобы заправило как следует. Твою мать. Да, она, не договаривались, что сегодня ну, она заслуживает, в умеет принципе, проигрывать. да. А, ладно, мне патронов нет. Погодите, а я просто патроны потратил и все? Ладно. Пойдем на базу. Если нужны патроны, берите. Да, я просто патроны трал. Я тоже. Классно. Это собака. Собака. Патроны. Ну, конечно. Собака такая. Чурелис со мной. А мы подумаем. Свежий воздух полезен. Собака очень А заодно поболтайте. Антон, собаки им нужны для того, чтобы они могли найти плохих людей и все такое. Еще укусить? Да, и чтоб укусили. Gracias. Да, охереть, у них типа... Это рыба, что ли? Как у тебя дела со сном? Прокузы. Не очень. Могу взять что-нибудь в аптеке. Типа у них какая-то прям Не, не торговля надо. налажена еще, да, как посмотреть? Мне не трудно. Да все равно, когда-нибудь Иди сама поля. вырублюсь. Я сейчас на базе редко бываю. Ты и Оуэн. Ты это к чему? Офигеть, у них тут просто все организовано, там просто поля и поля, поля и поля, поля на поля. Мэнни, привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да, я не Да слышал, будет блин. смерть быстро. Ладно, Так разберусь. мы без инкубатора? У меня есть Да. пушки. Правая и левая, на. Вы за ней пойдете? Глянь на эти гаубицы Айзек просто. говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Зачем мне автомат, ну, в натуре, типа, зачем мне винтовка? Что ты имела в виду насчет Оуэна? Антон, ветер нравится собаке. Давно его не видела. Вечно он на задании. Вы с ним общались? Он что-нибудь говорил? Нет, мы пока... Ну, то есть я вижу его в столовке, но пока не разговариваем. Он не в себе после Джекса. Ты особо не переживай. Засада! Держитесь! Подходим ближе!
Напоминаю, с нами беременная женщина. Необходимо было ее забрать с собой. Всем ведь известно, что беременные женщины стреляют куда более метко, чем не беременные женщины. То есть, ну, женщину надо было взять. А беременная женщина — это имба. Не знаю, кто так сказал Дракману, но он в это поверил. Ты в норме? Да. Давай, рожай. Далеко Пора. Прилично. Мы тут на виду. Надо укрыться. Блин, это еще просто... Надо здесь все осмотреть. Да-да. Ее коллектаблс — это монетки. Ладно, у нас какие-то идиотские типа карточки с супергероями, а у нее тупо монет. М? Папа, ты нашел монетки, еще два, еще три. Угу, уже 3 монетки. Да. И опять тут. Папа, и опять тут. Это шум. И шум. И вот опять тут. Пипец. Просто ходил, лутаясь. Это новая игра плюс, как будто бы, да? Но за Эбби. Типа зачем? Я не понимаю, зачем? Зачем мне новая игра плюс за Эбби? Ну, типа новая игра плюс, но за Эбби. Типа новая игра плюс, но за Эбби. Где это зомби? Без ступы задушил. Это лицо. А? Заразились и остались. Вот как-то появились тут зомби. Блин, она похожа чем-то на Марка Уолберга. Вы не находите? Больше никого. Марк Уолберг, тот, который типа играл этого Это намного круче, Макса Пейна в ублюдском фильме Макс Пейн. Ну, рискнем. Я вижу, как выбраться. Это надо, типа. Протеиновые таблетки покушать. Повышенный запас здоровья. Не, короче, так, видно. Не, она весит, наверное, как я, ну реально, типа килограмм 130, наверное, типа. Ну, собака кусает кардицепсовую мразь, а она не... Не сиди и получи. На.
Бум, 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 бум. Да. Вот, да, борода. Антон, это не борода, а что-то Все типа целы? нарост. Да. Грибы так выросли патронов маловато. и получилось Как как... же они это- задрали! Да. Да, да, типа задрали. борода гриб. Пора отсюда валить. Осторожно, Она жестко. еще. Странное лицо, да. Такие хомяк еще. Ну да, согласен, она похожа на хомяка. Но я же говорю, она типа мышь. Даже мой сын говорит, что она мышь. Привет, слеза. Рад видеть. Я, кстати, видел твой канал. Играешь в Counter-Strike. Ну, я тоже бывает играю в Counter-Strike. Где? Целуется. У нас есть много общего. Да. Ай, тяжело. Вот чисто, вот честно скажите, мне придется играть за эту Эбби, типа, вот столько же, сколько я наиграл за Элли, да, типа вот буквально примерно то же самое время, да? То есть идея такая, да, здесь? Твою мать, это кошмар, это просто кошмар, я не понимаю. Да, я теперь понял, в принципе, почему Папич дропнул эту игру, это просто... Папа. Да, ну блин, не напоминай об этом. А. Как будто тут есть гриб. Гриб, да. Ну там зараженные люди, у них внутри грибы растут. А потом они вот наружу выходят из людей, грибы эти. И получается так, что типа грибы, они вот везде. Грибы паразиты. Называется кардицепт. Дамы вперед. Это вымышленное. Через месяц я бы здесь не пролезла. Давай. У нас такого Сам типа... сказал, дамы вперед. Ну, с людьми, по крайней мере, такого не будет. Ну что? Эбби, похоже на Красиво, теплицу да? твоего отца. Не Вот он, очень. Ну, хоть что-то растет. И правда. Тут, видимо, Знаете что? Удачно был вышло. садовый отдел Мы снова магазина. сблизились. И Заткнись, здесь Мэнни. были семена Я же говорю. цветочков, там прочее, и они, ну, проросли. Ну, кстати, если так задуматься, да? Вот всякие разные эти отделы, типа вот все для дачи, там прочее. Там капец, наверное, вообще. Ещё Только всяких этих Ага. Их цветочков, можно там использовать в одной прочее забавной вырастет. игре на выбор. Может, позже. Ну, с учетом того, что если там прям здание разрушится и так далее, то да, типа, ну. Такое, типа, ну, можно представить. Я, если что, максимально пытаюсь абстрагироваться от того, с кем я играю. В плане того, что я вижу спину стильного накачанного мужика с косой. И я, типа, ну, звуков не слышу, это слышит, ну, у меня вот сын. Это. Еще. И поэтому как будто бы мне прикольно.
Нифига себе там. А, я бомбу, прям гранату могу создавать. На зажженным фитилем бомбу засунул себе в рюкзак. Когда ждать взрыва? Так, я пока что-то не вижу. Так, если что заметите, скажите. Похоже, что это вот тут. Но немного не тут. А где-то... А, во. Нашел. База там. Шрамов не видно. Угу. Это пока. Да. Идем дальше. Так. Боже, а ведь когда-то мы могли ходить по этому Антон? району, не опасаясь шрамов. Тоскуешь Не по знаю. перемирию? Тогда жилось проще. Слишком Ну, просто. Мы расслабились. как и бы они это сказать? вздернули целый А отряд. так ты идешь, В собак. отместку за то, что Ещё мы малыш? расстреляли тех детей. Да, типа малыш Пойми, полегать. эти дети Ну-ка, угрожали нашим. Куда? Ты бы что сделал? Точно не палила бы из всех стволов. Потом Фанербар Я бы было. спасал наших ребят. Мэнни, это Ваша дети. речь. Они не Ну, виноваты. на стадионе, Мы тоже не наверное. виноваты. Там, где вот Все клетки смерти же на были. их совести. Ну-ну. Не хочешь злать? Это слишком тихо. Дверь чем-то подперли. Может, есть другой ход? Кабель. Мэнни, посмотри, что там. Давай. Она вообще не напряглась, когда подняла этого мужика, типа, даже бровью не повела, вы видели? Я в ахуе, насколько сильная, типа. Кабель за что-то зацепился. Она просто такая. Лицо кирпичом вообще. Вот так. Мэл, постой, Вот это Селис. был Я сюжетный попробую поворот. открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай. Аккуратней. Да. Будем отрабатывать удары на тебе после Джекса. Нужно перебраться на ту сторону. Может, пройдем через здание? Ага, чтобы получилось как в прошлый раз. У тебя есть другие идеи, Мэнни? Иди, собаки. Просто сказал. Тахтылр, да. Какает. Я тебе пришел. Ой-ой-ой-ой. Мы реально ждем? Или мне что-то нужно сделать? Это ураганный геймплей? А я стою с этим хомяком. Ну? О. Ну, я думал, она, типа, геройское приземление сделает, там, типа, на колено, вот это вот. Ну, давай. Как Капитан Америка, я думал, что я приземлюсь. Все, Мэл. Мы внутри. Я у двери. Так, соло поднимем, давай. Это шкаф.
Здоровенный Давайте, полутонный шкаф. Да чё ты притворяешься? Положи его так, ну все. Она явно не напряглась вообще ни разу, а? Иди сюда. Да, типа газировка. Я хочу дома это. Ты чё? Дома нельзя такое ставить? Зачем? Ну, в смысле, а зачем нам дома такое? Вы посмотрите. Лодочная мастерская, что ли? Это торговый автомат. И когда такой вот получаешь, точнее покупаешь, ты его устанавливаешь в многолюдном месте, чтобы люди пришли и купили соки всякие там. Вот для этого существует такой автомат. Хорошо. Ну да, чтобы деньги были. Вот люди подойдут туда, денежку положат. Деньги? Да, вот сюда вот типа деньги ложат, или вот сюда вот купюры. Еще это? Да, и выбирают соки, и они выпадают сюда вот, в баночку. Или вот типа как тут. Это полой? Ну тут типа да, кола. Ну чё, давай. Трибач. Ой, я не то прокачал. Ой, я не то прокачал. Вообще не то. Оптика. Нифига себе. Я играю за викинга просто. Здоровенного викинга. Что-то топорик. Я бы не удивился, если бы я пробил стену. Заорал бы точно, но не удивился бы, не удивился бы. Я что-то понять не могу. Как тут все устроено. То есть мне туда незачем идти. Ладно, пошли отсюда. Ладно. Ой. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Вы там в порядке? Да. Блин, чуть аборт не Рычаг случился. И что теперь? В смысле, ты рычаг сломал? Люк. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да.
Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Помощь от тебя, от тебя. Почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что, жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалею, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Эбби, подсади-ка меня. Есть время. Подсадить эту беременную. Блин, я просто не понимаю. Она беременная. Я типа напрягаться вообще не надо. У меня аж глаз дергаться начинает от происходящего. Не, вот Дрюкман. Давай, забирайся. Она просто животом вот так вот об эту клеточную херню ударилась. Вы видели? Даже живот пропал как будто на время. Она как будто живот втянула в себя. По-моему, это пивное пузо. Ладно, не, это пивное пузо, это не настоящий живот. Это пивное пузо. Я не верю, что она действительно беременна. Это пивное пузо. Она скуфыня. Скуфыня. Я не верю, что это настоящий живот. Перебралась. Ты что, даже не смотрела? Это просто дохерища жира у него в желудке. И пиво. И у него не ребенок там, а просто, Ладно. Очаковского светлое, короче. Был бы там ребенок, случился бы выкидыш где-то, еще в моменте, когда по нам стреляли нахуй. Слушай, это мысль. Толпа фанатиков. Интересно. Чем-то напоминает лодку Оуэна. К люку можно пройти по мостику. Но как добраться до мостика? Больше ни слова. Эбигейл разберется. Я сильная женщина и олимпийская чемпионка. По бодибилдингу, пауэрлифтингу, протеиноупотреблению, младенцепоеданию. Найду выход. Так, ладно. Как будем действовать?
Можно перебраться туда по лестнице. Ну вот, уже что-то. Да. И она вот так вот. Да, да, конечно, да, да. Она Сильно голова поднялась. кружится. Особенно, когда смотрю вниз. Она поднялась. Вот они. Мэнни, мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Мы рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши Я- слезть. Слезем. Я пойду. Трудно Туалет. представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну, папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Идем.
Ну все, я здесь. О, все. Я правда могу перестать охеревать от, ну, от происходящего. Я могу закрыть на это глаза и ловить кайф от игры. Только как, я пока не знаю. Я пока не знаю. Но, может быть, игра нам даст ответ со временем. Элис, ну, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Вау, она спрыгнула вот так вот. Ну как тут все тихо? Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да. Как вернемся домой, я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отрублюсь. Мультик. Блин, классный мужик, он мультики смотрит. Слушайте, я тоже мультики смотрю. Зря, типа, хейтил Мэнни. Ну, тот, который плюнул на Джоэла, на его труп. Что пить? А, какой мультик? Серьезные вопросы. Тот, про девчонку. Кумсьяма. Верхом на волке. О, я его обожаю. А пить? У меня еще 100 недель мескаль стоит. Не поняла, ты про наш мескаль? Сей. Я тебя оставлю. О, я бы тоже хлебнула чего-нибудь. Жаль, что я на сносях и в бегах. Блин. Боже мой. Она на сностях и в бегах. Так. Интересно, да. В кобочках нет. Да. Нашла что-то? Тут может быть ящик с оружием. Это было бы кстати. Тут может быть ящик с оружием. Ты типа чувствуешь оружие своими гаубицами? Ладно.
Докуда нашел? Теперь я за Эбби играю. За эту Ночью машину. уже белые. Ночью уже... Ну так. Ну сейчас еще 9. Ну в целом, да. Довольно-таки белый. Кот подошел. Ну-ка, ну-ка. Мать твою. Какая прелесть. Что это за хрень? Блин, из этой пушки убили Дантеса, типа, или что? Точнее, Пушкина. Что это за хрень? Ё-моё. Ребят, нам сюда. Ладно, пойдем вдоль пути. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Мне не по себе. Знаю. Смотрите в оба. Через стену перелезем? Я не вижу, как. Осторожно, справа от нас. Эй, ты видишь что-то? Ничего, тихо. Хелен! Что это за... Вперед! Изи катка. Хочу посмотреть, что будет, если я выстрелю из этого дерьма. Беги, дружок! Не дружок ты мне, гнида. Охренеть. Все, Больше никого не вижу. сюда. Пошли.
Пута мадре. Пута мадре. Сюда. Блять, сука, Мадрид ёбаный. Прикрывай меня. Да. Укрытие! Быстро! Кончаются патроны! Прикольно. Тебе крышка! Слишком много! Тебе! Отступай! Кончаются патроны! Я вам не дамся, психи! Что? Нет! Вот так! Валите их, ребята! Жалко. Надо сваливать, пока еще не набежали. Терафиты проиграли. Я вас обожаю! Я всех своих детей назову в вашу честь! Эбби, пошли! Детей назовет. Чего? Эбби никого не слушает. Хорошо, что вы рядом. Эбби Хорошо, что мы не сама себе хозяйка. Твою мать! Ты как, цел? Ничего, Давай. Дай посмотрю твою руку. Эбби кушает младенцев. Погнали! Эбби победит перестрелка. Блин, как же я жду, когда я выстрелю в это лицо. Это Эбби. Пропустите ее, хотя Эбби. Твоя спина. Сожми как можно сильнее, понял? Да что за... Я... Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Мэл. Блин. Держалась молодцом. Почти что комплимент.
Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови. Наконец-то избавились от этой Зря беременной. Да ты чё, серьезно? В натуре? Зря ее взяли? Все будет хорошо. Ну да ты что? Не могу в это, блин, поверить. А для Эбби этот вот Мэнни, он типа как Джесси, да? Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Или как... Спасибо. Ох уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Нет, это Джесси. Или Дина. Еще раз спасибо. Хер пойми, кто есть кто вообще. Ребята не в курсе, что происходит. О чем ты? Мы тут уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. С вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметимся. Потом Что у тебя с лицом? Ладно, спасибо. Тебе не надо верить. Я излагаю тебе факт. Какие факты? Это просто слухи. Что он сказал? Конечно. Военная тайна. Не, он свой чел сказал бы. Да и хрен с ним. Короче, остается только ждать. Полно машин. Привет. Как там мой Монте-Кристо? Чуток осталось. Дай мне еще неделю. Я почти дочитала. Самое интересное пошло. У тебя неделя. Спасибо. Потом тебе пиздец. Я тебе кулак в жопу засуну. Да. Мы отметиться. Да, привет. есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем маму. Я никого из них не знаю. А ты? И мы благодарны вам за терпение. Скоро вы получите. Но нас теперь тут много, поэтому какое-то время будет чувствоваться нехватка. Свободных рук, припасов, денег. Это он про тебя. Заткнись. Но вы знаете наш девиз. Надо сделать много. Да, Молодцы. Вы знаете, как это случилось? Нам ничего не рассказывали. Он сам себя подорвал. Украл мою. Эбби, тебе в кои-то веки понадобилась подвоха? Ну, один раз. Я бы так мыслил. Да нет, ну куда ты опять? Охерите далеко было от верстака. Эбби, подойди. Окей. Да? Слышала про вашу стычку. Где напали? Где-то вот здесь. Рядом со складами. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Вода.
Плохо дело, да, док? Как ты умудрилась? Видала и похуже. Да, Не это шевелись. Ладно. Да. Так больно? Нет. А вот так? Хорошо сделала. Ну что, Промыли рану? полегчало? Более утоляющее подействовало, так что, да. Нам сейчас Держись. некогда тобой. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Ха, братишка, 3 тебе хватит. Правда ведь? Чего? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Если бы тебе ногу оторвало, тогда... Сейчас мы дадим тебе преуспеющий. Не, все будет плохо. Скоро придет Элли. Так быстро. Но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел, расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Вот Буду я сидеть это уже здесь, давным-давно твержу. расслабляться. И прям вот теперь супер уверен в своих словах. Ты хоть успела? В том, что если уж Дракман Госпиталь на западной стороне. гнул такую линию, то ему надо было хронологию поменять. Просто с самого начала, чтобы мы играли всю линию Эбби, Ничего страшного. а потом уже Элли и Джоэла. Он захочет быть рядом. Вот тогда другая химия была бы совершенно. Вообще другая тема была бы. Я покажу вам кое-что. Что? Мне даже кажется, что тогда, скорее всего, народ бы даже, ну, метался бы. Хотя бы второй лагерь, типа, появился бы. Идемте. Господи. Это все наше? Да. Каждый час привозят новых. Прикольно. Охереть их много. Мел, не говори. Ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. А тут кто? Что-то есть? Кто в том мешке? Вот черт. Это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда с пулей в животе. Чертовы шрамы из Депута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Найс молчит. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мэл, а вы расскажете, что узнали. Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Норе. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я к Айзеку. Эш деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся.
этому месту я не скучаю. Черт, ненавижу этот запах. Тупо пытают тут людей. Так. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Нифига, пол реально моется, смотрите. Нет, хотя он опять красным становится. Да. Не, ну они сволочь, прям, ну. Даже вот, вы смотрите, типа, у них все классно, у них там дети, все такое. Но нам показывают вот это вот все теперь еще. Да, они кошмарят типа этих фанатиков, но тем не менее. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Нифига у него там волос. Не давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы ввязались в бой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. У них остров. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов, подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Он в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне. Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Но ты сказал до бури еще Нет. 2... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Конечно, своего терминатора не пошлет. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю.
разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь. Потом... Все нормально. Можно поесть, значит, все хорошо. Она так и просит тройной порции. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет. Эбби. Нет. Я вернусь к утру. Придумай какую-нибудь отмазку. Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю, где. Я тебя прибью. Что? Ну правда, Оуэн, хватит. Ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних 2 шагах? Да. Да. Уговор был досюда. Вот. Давай вот как. Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда на детское сиденье, и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой. Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся. Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! Эбби! Я внизу, тупица! Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что под... Что это за место? Не знаю. Поплыли дальше? А то... В воздухе нависло напряжение. Безумное сексуальное напряжение. Тут так круто. Это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Молчи. Смотри, какой нерпенок. Я как-то видел тюленя. Он был пятнистый. У тюленей нет пятен, они бурые. Это морской лев. Нет, нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами.
Оскар. Что тебе надо? Что ты делаешь? Пинат. Ага. Эй, помоги мне. Ага. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра, но для рыб. Ты что, самку кличешь? Что? Я пес. Я так лаю. Ты идиот. А ты любишь идиота. И что это о тебе говорит? Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Хочешь глянуть? Здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрамы. Оптимист. Безумные у них лица. Ладно, лодку осмотрели. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Значит, я сюда. Тюлень по имени Эбби. А я похожа на пятнистого тюленя? Очень. Не, шучу, ладно. Пятнистый тюлень симпатичные, типа милые. Думаешь, сможешь пролезть? Помоги залезть. Ща. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, мы быстро осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Угу. Но на самом деле ты будешь просить меня остаться тут. Не дождешься. Посмотрим. А рыба тут есть? Боже мой. Ого. Такое не часто увидишь. Смотри, пятен нет. Видишь? Ну, тот был не из бронзы, так что...
О, боже. Думаешь, это наш капитан? Черт. Пап, я забираю Макса, он не может провести всю жизнь в этих гнилых руинах. Идя на поводу твоей трусости, когда солдат убивали маму, ты просто стоял и смотрел. Это разве пример для нас? Ты должен был рассердиться, должен был вломить им так, чтобы они пожалели, что тронули маму. Я хочу, чтобы Макс увидел, как это, когда люди готовы бороться за свои желания, за то, чтобы изменить свою жизнь. Мир суров. Но исправить это можем только мы сами. Только в слабости я проявлю подлинную силу. Может быть, когда-нибудь мы вернемся. Надеюсь, мы не заставим тебя сидящим на дурацком стуле. А он такой прям сел в этот стул и типа выкуси. Так, ну его ребенок дети примкнул. сбежали к шрамам. Боже. М. Ну, зато мы нашли ключи. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что? Это же культ психов. Вот что. А в зонах люди считают цикад террористами, фанатиками. Мы были глупыми, а не фанатиками. Мы взрывали посты и убивали солдат. Это другое. Это я к тому... Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну ладно, ладно. Очень хорошо, что вы уважаете своего отца, но вы должны понять, как что он подавляет вас, он заставляет вас чувствовать себя детьми, потому что сам боится быть мужчиной. Ты заслуживаешь того, чтобы жить среди людей с такой же сильной волей, как у тебя самого. Макс, тем более, он очень впечатлителен. Если тебе не безразлична судьба брата, ты заберешь его до того, как он заразится трусостью твоего отца. Мы будем проплывать мимо океанариума через 5 дней. Если вы все-таки решите пойти к нам, зажгите факел, чтобы мы смогли причалить. Да направит вас она. Вот так вот. Жестко. Акула. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Другой мир, да? Девичник Пенни.
Да, блин. Дети, если вы найдете записку, знаете, я вас не виню. Эти серафиты умеют убеждать. Я понимаю, почему вы решили, что с ними вам будет лучше. Лодки есть пища и вода. Берите, уплывайте. Я понимаю, что слишком сильно вас опекал. Но я хотел вам обоим только добра. Надеюсь, вы это понимаете. Я не смог найти антибиотики. Я хочу, чтобы вы оба знали. Я вас люблю. Рикки, присматривай за Максом. Теперь это твоя обязанность, папа. Рикки и Макс. Думаешь, это та семья с лодки? Скорее всего, да. Место Макса. Откроешь? Ключи у тебя. Ах, да. Этот? Не. Может... Есть. Черт. Сколько времени он все это рисовал? Угу. Ты что, хочешь спуститься туда? Давай. Уэн, Последнее. Обещаю. последнее. Только не смотри вниз. О, иди. Нормально. Посмотри. Повидать бы этого парня. Слушай, но он ведь шрам. Может, уже повидал. О, господи. Надеюсь, что нет. Ого. Эй, заходи. Ого. Да. Видишь? Я же говорил, они пятнистые. Да, да. Так, то есть это происходит. Они решили заняться этим Мне притормозить? в детской комнате. Из-за этого? Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну же, Прости. не стоит. Поговорим? Я знаю, что зацепок не осталось. Но Джоэл где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся. Потренируемся. Да, иди. А ты что? Побуду еще немного с тюленями.
Да, мы убили его. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит. Вместе с той беременной. Да ладно, без секса. Класс. Слава богу. А если Оуэна там нет? Он там. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Я могу тебя отговорить? Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть, если он правда убил Дэнни. Нахер Дэнни. Я бы его грохнула, но он меня опередил. Ты чего, Эбби? Я правда признательна тебе за помощь. Как ты доберешься до океанариума? По шоссе? Нельзя. Там много патрулей. Меня точно засекут. Пойду пешком. Это прямо к западу отсюда. Буду ориентироваться по солнцу. Я пойду с тобой. Я так уже делала. В этом районе полно храмов. Мэнни, ну не надо. Хорошо. Тебе виднее. Блин, знаете что? Меня печалит, что его убьют шрамы. До нас. Блин, походу таки будет. Слушай, спасибо. За это? Да, и за все остальное. Ты надежный друг. Перестань, Эбби. А то я не совладаю с эмоциями. Вроде никого. Давай. Ну, пожелаю удачи. Найдешь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьезно. Будь осторожна. Пока. Ладно, просто иди на закат. Проникаемся симпатией к Эбби. Славно. Это, скорее всего, Элли, да? Что это за вонь? Ля какая. О, класс. Напугайте меня семеро. Начало хорошее. Да. Начало хорошее.
Я успею до заката. Лучше поспешить до заката. Какого черта? Направит вас вниз с обрыва. Эти уроды шастают у нас под носом. Угу. Что? Так и не... Ну да. Смотри. Тоже куска, да. Очень похоже. Басмата. А где я? А чё русская кудя с куской? Ал Радусин. Утром курюхтер. О, приду, Станислав. Сейчас приду. Погоди.
Здорово, Дон Станислав. Чё, как она? Играл? Сериал смотришь? Я сижу балдею вообще. Играю сейчас за Эбби. Блин, ну типа я за нее поиграл. У нее такая проникновенная, классная история, слушай. Вообще. Я теперь ее не ненавижу. Перемирие кончилось. Я ее прям обожаю. Классная девчонка. Или отсюда эту хрень. Че? Че? Пророчица моя, прошу тебя, даруй. Молю, даруй мне. Может быть, я хочу невозможного, но прошу тебя. Благослови псов прозрением, мудростью и любовью, чтобы они смогли отринуть свою гордыню и сложить оружие. Даруй нам мир. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем В игру не играл. А что, вышел новый сериал по грибным зомби? Да. Ты чё? В общем, держу в курсе. Есть сериал «Одни из нас». Смотри его с первого сезона, и он прям, ну, хороший на самом деле. Прикольно. Если в игру не играл, то ты кайфанешь полностью. Ну, даже если играл, то тоже вполне себе можешь кайфануть. Спасибо за записку. Знал бы ты, как я тебе по тебе соскучилась. Кстати, я все еще охраняю эту их пророчицу. Я тебе не рассказывал. Но прошлую смену я с ней поговорила. Я спросил, зачем она это делает, почему она не прикажет своим людям сложить оружие. Сперва она стала нести обычный шрамовский бред, типа мы слишком зависим от машин, должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия — это как бы звонок будильника, но он разбудил не всех, ну или что-то вроде. Мне было очень интересно, но тут прошел этот придурок Льюис и дал мне по шее за разговор с пленной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. И говорят, она чокнутая, но вот я... Скажу, кажется, я начинаю понимать, о чем она говорит. Да, эти ее шрамы конченые психи, а вот в ней самой действительно что-то есть. Говорят, ее собираются перевести на более надежное место. Встретимся дома, береги себя. А, ну сериал я смотрел, я просто думал, еще выпустили новый сезон, сиквелы, приквелы. А. Ну вот, сериал, да. Блин, не представляю себе сиквелы этой игры. Ну, в плане самого этого сериала, типа, достаточно «Одни из нас». Но он сам. Он еще и ты в курсе, что он продлен? Он продлен. Он будет идти до 4-го сезона, мне кажется. Вот так вот. Вот так. По крайней мере, создатель сериала, типа, они такие: ребята, нам надо его делать долго. 2 сезонов, точнее, вот 1 сезона на 2-ю часть не хватит. Нужно побольше. Побольше и понажористее. Я, в принципе, согласен с этим.
Бойтесь ходячих мертвецов, смотреть, в принципе, ничего. Можешь смотреть. Блин! Марта! Блять. Господи. Ох. Так, нынче смотрю, конечно, опять много этого копания персонажей, богатом внутреннем мире. Хотелось больше экшоне, но в этом плане бандиты в сериале больше нравятся. Они не занимаются херней, типа, мы должны всех спасти и подставить себя под удар. Ну, типа, реалисты, да. Вот прикольно. Стреляли оттуда, сверху. Должен быть проход через этот дом. Ну, да, и типа... Хотел бы вернуться к просмотру. Ходячих мертвецов в целом. Сколько книг. Соберись. Ты вернешься за ними в другой раз. Да, Эбби, кстати, классная девчонка, потому что она еще и любит читать. У нее богатый внутренний мир. Не забываем об этом. Бандиты, конечно, гандон, но не выносят мозг медленно и мучительно, как все те же матери. Они выносят мозг быстро, раз и мозги на стене. Emotional damage. Да. Только не говори, что ты нарвался на них. Эбби обожаю. Привет, Маулер. Да. Теперь это мой любимый персонаж, кстати. Держу в курсе. Ну, типа, я столько о ней узнал. У нее такой классный бэкграунд, оказывается. Ну, типа, я теперь не понимаю хейта по отношению к Эбби, потому что я теперь узнал, что у нее много друзей. Она пускает свою беременную подругу на патруль. Она любит океанариумы, типа рыбок и вот типа тюленей. Она натурал. Она натурал. Она натурал. Ну, типа, она прям, ну, любит парней. Она любит члена. Пениса. Она это обожает. Что еще? Она ведет здоровый образ жизни. Хороший здоровый образ жизни. Видите, да? Просто машина. Мы играем за машину. Вот если провести аналогию с машинами между Элли и
Эбби, то Элли это скорее типа мини-купер, такой жук, да. А Эбби это такой надежный хаммер, типа внедорожник, клевый такой. Везде пройдет. Целеустремленная, мощная женщина. Девушка, которая не отступится от того, чтобы спасти своих друзей и всякое такое. Так, двустволочку нашли. Пригодится. Хорошо, пригодится. Двуствольный дробовик. Так что, да, типа, ну, Вот оно где. Надо только спуститься. очень даже странно, что люди ее хейтят. Ладно, я смогу. Я бы ей разрешил пиздить меня. А на чем основан хейт в ее сторону? Я просто ничего о ней не знаю. То есть с Эбби можно ходить в разведку? Даже жить с ней. Да. Это она, ну, внешне просто, да, выглядит так, такой жесткой и там прочее, но на самом деле внутри это нежный котенок. Она нежный котенок. И Пришла в гости прямо к шраму. ее надо гладить. Не разбрасывайте вещи. Так, Кейбл. Ребенок, родившийся у серафитов, подобен чистому листу, ничего кроме потенциала. Ты же раскрыл этот потенциал, так что превзошел все мои ожидания. Прости, что меня не было на церемонии твоего посвящения. Я помню, как мой собственный отец накладывал мне на щеки мокрые листья спермы, чтобы унять боль. А, то есть эвкалипта. Блин, почему? Ну, Эбби, это все виновата Эбби. Она натурал, и она думает о сперме. Я типа... Все, я не могу больше. Надо поскорее пройти игру за Эбби, потому что это слишком хорошо. Так, надо бы прицел. Или магазин. Ладно, давайте магазин. Да что хватит? О, мышонок. О, тараканы. Блин, меня удивляет тот момент, что крыса от нас убежала. Блин, должно быть наоборот. Они должны бегать вокруг меня, и животные тут. Мы же самая настоящая диснеевская принцесса. Нам помочь с поиском беглецов? На закате Эмили пойдет с отрядом в лес. У нас тут! Мы тебя прикончим! Я тоже сильный! Я мужчина, а я женщина! Я сильная женщина! Пошли нахуй! Бам! Слишком много мужчин.
пустая, берем ее! Она бежит! Я бегу. Господи. Не дать ей уйти! Бен! Так. Вот так. Ах. Да. Ну и как не любить после этого Эбби? Хорошо. Хорошо. Ядри. Вас разорвало от моего великолепия. О! А. Тут тоже есть лут. О, да. Да, ребята. Ну, вроде налутал всего помаленьку. Можно валить. Мне бы только спуститься. О, это Эбби в версии 2.0, ебать! Это Максимус Эбби. Жесть! Это Эбби из будущего. Капец, это отсылка к Майку Тайсону. Эбби, борись, борись! Ё-моё. Блин, на меня накинулась Эбби, которая скушала другую Эбби 4 месяцами ранее. Оуэн! Оуэн! Привет. О, все в порядке? Да. Я не вовремя? Нет, нет. Ну, так что? Пришел приказ? Типа того. Типа того? Знаешь что, может, давай Ну мы тут в одного на минуту тусуется. отвлечемся от Тайзека. Оуэн. Когда ты последний раз здесь была? Посмотри, какая красота. Это моя кровать? Элли здесь? Мэл ее выгуливает. А, это собаки. Блин, это...
Как у вас дела-то? Семейная жизнь в норме? В целом, да, она, знаешь, бывает очень нежной. Не то, что я, правда? В смысле? Но под твоей напускной крутизной Он встречается с тоже собакой? нежная натура. У тебя древая память. Избирательная память. У него семейная жизнь с собакой? Бля, ебать, они странные, конечно. Как-то все очень сложно. Не трогай. Эбигейл. У тебя Ебало, блядь. Первосортный самогон. На, самогон. Угощу. Везет мне. Вы видели этот скал, блядь? Ты что, на курсы лучников ходил? Типа того. Ёбаный рот. Пиздец. Господи, нахуй. Ёб. Ты чё? Блядь, элита был. Господи, блин. На аватарку, да-да-да. Ох. Блин, я хочу, кстати, Да, я поставлю на аватарку. В Стиме, например. Ты закрашиваешь рисунок Макса? Я добавляю деталей. А когда-то ты умел только цикаду на стенах рисовать. В том месяце к нам пришла еще одна цикада. Бывшая цикада. Она тоже слышала, что объявлен общий сбор в Санта-Барбаре. А подтверждение какое-нибудь нашлось? Нет. Другие цикады в Санта-Барбаре. Нифига. Типа они не все еще? Не подохли? Где? Приятно. Офигеть. Так вот для чего мишень. Да, мы с Мел устроили соревнования. Тебе это вряд ли будет интересно. Долго вникать. Я поняла, что ты делаешь. И это работает. Излагай. Ладно. Видишь мишени? Ага. Порази, сколько сможешь за отведенное время. Тогда впишешь меня, если наберу больше. Хорошо. Тряхнись. Одна есть? Я тобой горжусь. О, молодец. Ни хрена себе. 5. И еще столько же. До рекорда осталось еще 2. Я тобой почти горжусь. 30 секунд. Ох, Айзек сказал бы стыдоба. Ну охренеть! Ты побила мой рекорд! Еще ведь осталось время. Получилось. Я сбил. Ха! С первого раза. Ты впечатлился? Да, супер. Все-то ты умеешь. Напиши мой результат на доске. Напишу. Потом. Ты боишься, Мел узнает, что я заходила? Нет, ей все равно. Ну, тогда напиши Оуэн. Ладно, успокойся.
13. Ладно, я хочу еще кое-что тебе показать. Поднимайся. Твой член. Что именно? Труп капитана? Да? Его уже... Блин, нифига себе. Ты же не напялил на него шапку Санты? Что? Нет. Я беззаинтересован. Смотрелось бы круто. После вас. Что это здесь? Нихуя себе. Нарядно. Сейчас будет еще лучше. Ну, садись. Как же он ее жестко хочет трахнуть, ребята, типа вообще. У него типа беременная, ну, скажем, жена. А у него тут еще, да, и бухло налил. На, держи. Коктейль. Самогончик. Ну? Хороший вид. Ой, иди ты. Мещанка. А надо врать? Да, само собой. Блин, они и нас увидели, что ли? Ничего себе. Ей очень нравится Рождество, и у нас годовщина, ну и... По-моему, очень мило. По-моему, иди ты к черту. Нет, правда. Меня вот не любят и не дарят такое. Не заслужила? Что, подарков? Или чтобы любили? Сейчас тебя полюбят. Разве? Но она самогон пьет, поэтому веселая. Не ходи на тренировку. Эбби, вот выйдет луна. Я нашла брата Джоэла. Он в поселении в Вайоминге. Кто тебе сказал? К стене пришли цикады, они с ним служили. Он же давно ушел от них. Да. Ну, они с тех пор его встречали? Это след. Я должна рискнуть. Да, но даже если ты его найдешь, если он вообще жив, он может ничего не знать о Джоэле, так? Другие знают? Все согласны. И Мел тоже. Пойдем на той неделе. Айзек не согласится отпустить разом столько людей. Айзек согласен. Да брось. Он двумя руками за справедливость. И он знает про Джоэла. Эй. Прям все это через луп на Джоэла, Ты получается. же меня поддержишь, да? Конечно. Передос Эбби. Ты как ты можешь уходить? Ты глянь на эти пирожки. О, сейчас будут, наверное, кошмарить ее. Пока, ПБМ. Шрама. Прохит тебе иду. Да, фанатики какие-то. Ну ты смотри, что. Они... Ну я так понял.
Они восприняли всю эту тему с появлением кардицепса, о том, что это ответная реакция природы. И это типа максимально естественно. И само это появление кардицепса, это типа, ну, плохо. А, точнее, как бы, ну короче, сигнал о том, что... Так. Они полны греха. Пускай познают свободу. Блин. Кого вы схватили? Где же второй апостат? О. Подрежьте ей крылышки. Это что за герой? Танцуй, сука! Она понять пытается, это девушка или парень. Яра. Демоны близко. Какие-то японские дети. Она же из них. Лев. Лев. Ебать, она красная стала. Вот эта поза героическая. Готовьтесь. Блин, мы теперь как будто в фэнтези каком-то находимся. Я варвар! Со мною рога и лучник, точнее магичка и лучник. Молоточек сломан. Псина, давай, надо. Псина ебана. Псина, бля. Скорее. Ну это прикольно. Слишком быстрая и легкая смерть для предводительницы фанатиков. Ну это, ну, типа, скорее всего, лидер отряда фанатиков. А не прям.
сука! Вы думаете, я вас переебашу голыми руками? Я, блядь, имею 2 легальных оружия. И это мои руки. На! На, блядь. Вы как, целы? Ага. Надо уходить, пока не прибежали другие. Как тут сориентируешься? Ты точно знаешь, куда идешь? Нам нужно сюда. Какого У меня хп просто нет. Ебать, вы реально как ориентируетесь-то? Темно, пиздец. Блин, вот в такой теме главное обогнать остальных. А, твоя бутылка, прикинь, сработала. Трупы свежие. Есть уходить? Если был, мы бы сюда не пошли. О, это место я знаю. Давай, Ник. Открывай. Поели. Пошли. Если бы обе еще дзюдо изучить, она могла бы разбивать грибных зомби башкой об асфальт. Да-да. Давайте. Ты видал? Она вообще не напряглась. Я помогу. О, Эбби версия 2.0. Ну что ж, раунд 2, сука. Я. Где мой рюкзак? На, блядь. О, блядь. Не похуй на кувалда, я сам кувалда. На. Познакомься с моими 2 подругами, правая и левая, блядь. Хорошо. Есть. Вы в порядке? Весь свой лут забрал. Ей бы кастета, да, кстати, согласен. Иди. Как рука? Все под контролем. Ну-ну. Увидите припасы, берите. Нам нельзя трогать вещи из старого мира. Сдурела? Так, плюнь на запрет. За деревьями леса не видишь. Да, это был каламбур. Каламбур? Встретились 2 мира. Фанатики Первый раз и вижу, что цивилизация. Серафитов. Что ты натворил? Постригся на лысо. Можешь не говорить. Мне все равно. Ну, нормальная прическа, удобная. Ну, в том плане, что никто за волос не... Это безопасная прическа, типа 0 волос. Как будто бы логично. О, клево.
Изготовление зажигательных патронов? Ни хрена. Для дробовика. О, найс. Так. Угу. Оу. Так, сколько у нас всего? — 48 деталей. Да на что-то должно хватить. Письмо. Эдди, надеюсь, с тобой все в порядке, мирный договор нарушен. Нам приказано вернуться домой за новыми приказами. Я выслал за тобой 2 поисковые группы, но они вернулись ни с чем. Прошу тебя, прочитай эту записку, найди нас. Чёртовы шрамы, Мэтт. Ты что делаешь-то, блин? Я ничего не нажал, она просто взяла и... О, урон надо. Ну, ясно. Короче, копию. Копию. Мне бы оптику X4. По-хорошему. Ну и урон для дробовика. Капец, ты маленький. Малыш, так сказать. Карапуз. Берег совсем рядом. Осталось чуть-чуть. Держитесь рядом! Угу. Славно, славно. Они, наверное, вахуют, типа. А, они не слышат это? Это демон! Там, впереди! И что теперь?
Скорее всего, нам туда. Скорее всего. Тебя никто в таком не тянет. Хочешь, чтобы я вас тут бросила? Давайте просто поищем. Мы теперь вместе ходим. Внезапно мы стали заодно, ребята. Да, блин, и вот если бы она была бы с кастетами, прикиньте. Какую суету бы она наводила. Ну да. Эти зомбари бы бежали на нее, она просто пам-пам-пам. И все, -3. Давай. Теперь ты. Аккуратнее. Прикинь, килограммовые кастеты. Ебанешься, да? Быстрей! Надо ж было довериться шрамам. И что мне делать? Блин, азиатская триада меня не покинула, слава богу. Дайте отдышаться. Держись крепче, поняла?
Рука! Понимаю. Сосредоточься на дыхании. Вдох, выдох. Дыши ритмично. Вдох и выдох. Луна. Попробуй открыть. Убедись, что там нет зараженных. Не открывается. Попробуй другие. Ну что? Нет. Да. Заходим, пока нас никто не видел. Запри. Давай, помоги мне. Почему у нее прическа как у Тимошенко? Эй, нужно кость справить. Ясно? Ты сможешь это сделать? Порежь на ленты. Ложись. Сейчас начну, хорошо? Я подумал, на самом деле, что там кости раздроблены, на самом деле, ебаный рот. Так. Ну да, я там Эбби версии 2.0 долбил по ее руке молоточком. Эбби. Эбби. Спасибо за помощь. Здесь очень много народу. Даже если ей плохо, вам надо будет уйти до утра. Посмотрим. Да. Итак, Оуэн. Оуэн. Вперед. Ну что, еще наши приключения продолжаются. Так, урон. Оптика на пистолет. Блин, урон для дробовика, кстати. Пиздец. Я в ахуе. Она просто взяла шило, блядь. Молоточек. По одному удару она сделала
стальном стволе дырки? Угу. Она что, Халк? Ё-моё, это просто... Причем вообще без напряга. Просто... тук, тук. Блин, надеюсь, в сериале она прям, ну, будет такая же. Ну, точнее, ну, имеется в виду, такой же сильный. Да. 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 Ну это кайф просто. Ну чё там? Умом. Зато видно колесо обозрения. Здесь даже солнца не видно, говорят. И не холодно. На ми. Просто капец. Простые фразы, такие вот, ну, простое предложение. Солнца не видно. Разблокирует воспоминания целого текста музыки этой страны. Песни рэпчанского этого. Патронов нет. Патронов нет. Отсюда We from Alabama. Пара-пара-пара-пара.
Оу. Что дальше? Не знаю. Ты мне скажи, что будет дальше. Чё, вплавь? Течение сильно. Ну, стрела. Уилл, я же снова пользуюсь. Несмотря на весь этот данин, гриб до меня все-таки добрался. Чтобы справиться с ним, мне надо поспать хотя бы пару часов. Нашу пчелку я уложила. Похоже, все это ее сильно напугало. Она спросила: «Мама, зачем вы с папой толкали тех дядей и тетей?» Я объяснила ей, что по-другому мы не смогли бы попасть на борт. Она кивнула, но вряд ли что-то поняла. Может быть. Стоило объяснить ей как-то иначе, не знаю. В общем, если она проснется раньше меня, почитай ей книжку, зато это ее успокаивает. Надеюсь, ты там разобрался с пайками. Люблю, Куин. Харли Куин. Это вы? Да. Кстати, да. Спали себе, спали. И они пришли их и убили. Я отказываюсь верить, что эта дверь закрыта. Арбалет, блин, тема. Почему я не удивлен? Теперь я Дэрил Диксон. Спасибо, что помогли разобраться с зараженным пассажиром. Нам повезло, что на борту оказался человек с такой храбростью и выучкой. Сами мы бы не справились. Я не согласен, что капитан держит оружие под замком. Мы не намерены закрывать глаза на то, что на пароме есть зараженные. Оружейная на корме верхней палубы, код 907701. Ваш арбалет там. Я вам доверяю. 907701. Так он ее забрал уже. Я только что залутал с трупа его, не? Чистый вход в лицо. Блин, реально может представить, что я играю за Дэрила Членсона в игре «Ходячие мертвецы». Дэрил Диксон. Нью-Йорк. Или как он там назывался? Просто Дэрил Диксон.
чипсы. Эбби кушать чипсы. Эбби нравится. Блять. Да, как-то неловко получилось. Блин, что он так странно крутит, вообще не могу. Ага. О-о-о-о-о! Городской воин. Ну все, я бойцуха. Убивая врагов мощным ударом, ваша следующая атака в рукопашную, проведенная в течение короткого времени, тоже станет мощным. Жить арбалет мощный. Ладно. Твою мать. Да, да, все. Угу. Стрела. Мне кажется, она может родить космодесантника.
Из Warhammer 40к. Если так получится, что она родит, то она родит только такого ребенка. Она даже шагает как космодесант. Мы вышли из Сан-Диего, взяли курс на Ванкувер. Во время погрузки разделенная толпа пыталась прорваться на борт. Но мы успешно закончили эвакуацию. На борту 35 человек. Капитан Айджи Мелидор. Двое пассажиров пожаловались на морскую болезнь и устроили для них импровизированный лазарет на нижней палубе. Связались по радио с портом Ванкувера. Пока что хорошие новости, у них инфекции не обнаружено. Пассажир Барнс исчез из лазарета. Команда отправлена на его поезд. Пассажир Барнс найден. Сказал, что у него была не морская болезнь, а та самая инфекция. Пассажир Джозефина Робертс выбросила его за борт. Требование мисс Робертс организовать всеобщий осмотр судовым врачом отклонено. У нас все равно нет нужного оборудования. Последующее требование раздать оружие тоже отклонено. Я не хочу, чтобы паранойя закончилась катастрофой. Несмотря на протесты, все же пассажиры с жалобами на любые болезни, головная боль, несварение, тошнота, временно помещены в карантин в тюрьме. Пришли в Сиэтл, попытались вызвать порт по поводу заправки топлива, никто не ответил. Идем прежним курсом. Те, кто был на карантине, мертвы, они не были зараженными. Это хладнокровное убийство. Пока мы не найдем преступников, никто не сойдет на берег. Как я и подозревал, это была Робертс. Мы вступили в перестрелку, сомневаясь, что она выжила. Такого рано я бы истек кровью за пару минут, следуя к берегу, чтобы высадить всех. Ага, порт закрыт, придется ждать. За дверью я слышу зараженных. Она была права. Попробуем еще раз. Типа второй раз прыгнем. Блин, в этих ящиках явно патронов, типа. Странно, что она не лутает. И странно, что игра не дает мне это делать. Тюремный автобус. Я знаю, что ты здесь, Оуэн. Оуэн! Оуэн! Оуэн, хорош! Он должен быть где-то. Оуэн, хорош. Красавчик. Молодца. Ау!
А если... На что я иду ради тебя? Богом клянусь, только заикнись про это сказать. Так, рюкзак твой тут. Это кровь? Понюхай, может, ягодами пахнет. А вдруг это варенье? Эй, Оуэн! Оуэн! Везде всюду все протекает. Вашу мать. Везде все заперто. Эй, ты здесь? Ну, конечно. Да, блин, а как же тут скользить вниз? Оуэн? Ну, он и сволочь. Айзек прислал тебя. Не он. А это что? Разбираю, чтобы потом починить. Ясно. Хочешь? Нет. Как знаешь. Дэнни мертв. Ясно. Скажи, что там случилось? Мы зачищали один лагерь, лишь пара шрамов, и я врезал одному сильно. И он упал. Оружие было рядом, но он его не взял.
Он взглянул на меня. Он был старый, усталый. Он ждал смерти. Я убивал Шрамов. А этот ублюдок. Я не смог. Конечно, Дэнни как с цепи сорвался. Я сказал: все, сам добивай, если хочешь. Он на меня пушку навел. Я ее схватил и... Сперва я и не понял, в ком из нас пуля. Ты защищался? Брось. Я помогу. Я схожу к Айзеку. Я устал, Эбби. Не хочу защищать то, что мне нахрен не нужно. Отправлюсь в Санта-Барбару. Это же слухи. Я их слышал не раз. Цикад искать глупо. Их нет. Это след. И надо рискнуть. А как же Мел? Останется здесь. Ладно. Поговорим утром, как проспишься. Не надо. Что? Говорить со мной, как с психом. Ты все понимаешь. Если цикады и впрямь в Санта-Барбаре, я бы бежала оттуда подальше. Что? Ничего. Это разумно. Серьезно. Да, и что мне делать, Эбби? Искать людей, которые убили моих родных? Мучить их? Я могу пытать их, пока они не начнут. О, нет. Это началось. Ой, господи. О, боже. Так выглядит гей-порно? Я не знаю. Ну, очень похоже на то.
Сраные дети. Да, она ненавидит детей, поэтому она их кушает. Черт. Надо вытащить их, пока не поздно. Какого черта я делаю? Они же шрамы. Я не свалюсь. Все. Это точно были они? Черт. Я точно видел апостата. По крайней мере, он жив. Эй, Тео! Мы под обстрелом! Откуда-то оттуда! Вижу ее! Нихера себе. Вас что там, блядь, откармливают? Блин. Беги, беги! Бегу на тебя. Вашу мать. Еще один трек. Я тот еще не услышал, если что. Есть чуть-чуть более лиричный. Так. Ну-ка. Нифига себе. Да. Да, мне бы тоже хотелось бы писать музыку. Надеюсь, они еще там. Было бы клево. Да. О, черт. Пацан, вы еще тут? Ближе не подходи! Это я! Прости. Ну как она? Типа инфекция, что ли?
Ой, блядь, опухло, пиздец. Придется ампутировать. Я подвину руку. Давай-ка сюда. Куда ты ее несешь? Пошли. Что ты делаешь? Я даю ей шанс. Оуэн! Оуэн! Блин, охереть, Нью-Йорка просто красно. Оуэн, просыпайся! Я здесь. Это шрамы? Тащи все медикаменты, какие есть. Опусти руку, все нормально. Элис, тихо! Элис, Сказала, иди. опусти Элис, руку. скажи! Элис! Лев, опусти лук. Не бойся. Эбби, кто это такие? Земляки. Они спасли мне жизнь. Можешь ее осмотреть? Элис, сидеть. Это Яра. Чем били? Молотком. Но это не я. Положите ее. Чувствуешь? Яра? Нет. Я хотела промыть ее и попробовать. Кость раздроблена. Ну вот, все, да. У нее компартмент-синдром. Что это значит? Руку придется отрезать. Она солдат. Как она без руки? Если оставим, начнется гангрена. Что угодно, только помогите. Пожалуйста. Что тебе нужно? В идеале пила, нить, зажимы, антибиотики. Только ничего этого у нас нет. У нас есть ножи, огонь. Отрежем и прижжем. Она умрет от инфекции. Составь список. Я схожу в больницу и Туда добуду сутки все, что доберутся. нужно. Мне все равно. Да не в тебе дело, она столько не продержится. А если я проведу ее туда за 2 часа? Больница псов, да? На западной стороне Как? мы построили мосты в небе, чтобы обходить затопленные районы и ваших солдат. 2 часа у нее есть? Я думаю, да. Пиши список. Стой. Ты серьезно? По этим мостам ходят шрамы. Их посылают только небольшими группами. Ты слышал? Небольшими. Это опасно. Лев, Да направит тебя она. Да хранит тебя она. Эбби. Эбби. Нормально. Ты сперла мои ключи? извини. Мы можем поговорить? Говори. Зачем ты это делаешь? Слушай, она только пришла. Ну-ну. Она ничего не знает Я- про вчера. Мне все равно, что было вчера. А мне нет. Который? Блин, я видел такую классную постельную сцену. Теперь я, по-моему, неделю не смогу заниматься сексом. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Блин, сколько тебе злости, Мауля, жесть. Да. Нам повезло, что Мэл была там. Она чуть ли не лучший хирург все. Мэл. Мэл. Его как зовут? Мужчину. Оуэн. Мэл. Оу. Эбби. Собаку зовут Элис. Не люблю собак. Но как нам добраться до очень высоких зданий? Мост там. Вот эта тропа впереди ведет в центр. Да не знаю. Очень Это же мальчик, высоким не? зданием. Ты сможешь довести нас до конца? Путь начинается на краю бурной воды. Это девочка? Веди нас туда, а дальше я сам поведу. Нет, это мальчик. Если она не может определиться, или он, я определю и скажу, что это мальчик. Да. Нарекаю тебя И всего за пару часов? мальчиком. Ладно. Солдат, вон оно. То здание, куда мы должны попасть. Ага, я вижу. Когда он был назначен женой для старейшин деревни, отказавшись от своего желания стать солдатом, подобно Яре, Лев начал открытие идентифицировать себя как мужчина, повредив голову и начав именовать себя как льва. Идентифицировал себя мальчиком. Что если мы не достанем то, что нужно для него? Я поддерживаю его идентификации. Ей придется Он оперировать мальчик. тем, что будет Оуэн. Как я и сказал ранее, Хорошего мама. мальчик. У вас мальчик. И если добудем, что нужно, да, вот это будут шансы. А знаешь, что наши собаки играют в карты? Мне 13, не 8. Ну, на вид-то тебе 8. Другие тоже считают себя смешной. Что за компартмент-синдром? Если в мышцах сильно повышено давление, кровь не сможет проникать через соединительную ткань. Ткань? Ну, это типа кожи внутри тела. Откуда ты все знаешь? Я росла среди врачей. Вроде нас. Угу. Блин, чё так с лутом не везет? Надо бы забраться на крышу здания. Ты ведь бывал на этих небесных мостах, да? Ага, Думаешь, мы увидим много шрамов? серафитов. Я не знаю. И с тобой все будет в порядке? Вчера это было? Да, но те парни гнались за тобой. За нами все гоняются. Мгм. Что угодно, мне плевать, хоть псы, хоть серапиты, хоть черти лысые. Один, кстати, со мной. Что угодно, спасите меня, умоляю, я сделаю все, что вы скажете. Порежу себе лицо, буду убивать засранцев из Федры. Что угодно, только спасите. Не хочу так умирать. Умоляю, пожалуйста, спасите, если найдут меня, надо разбить на части. Любой ценой.
Не поранься. Спасите меня любой ценой, но бесплатно. О, черт. Ты как? Нормально. Точно? Сказала нормально. А что не так? Блин, кто-то же туда поднялся, нарисовал это. Все ближе к высокому зданию. Придется нам немного поскакать. Фига. Вархаммер чел играл. Сколько вы с Ярой уже в бегах? 2 суток. Куда направлялись? Не знаю, просто подальше. Так скажешь, почему на самом деле за тобой гонятся? Я сказал, Они хотят убить мальчишку, потому что он побрил голову? мне было нельзя. Есть правило. Я его нарушил. Да. Ну и почему? Не знаю. Ты настоящий панк. Панк? У меня ощущение, что ты часто не следуешь правилам. Наверное. Девочки с соседней квартиры — это самый Джеймс из 302. Мы не знали, что кто-то еще остался. Мы не страшные, честно. Оставляем тебе свежевыпеченный подарок, Сэм. Спасибо за хлеб. Мама сказала дать вам бутылку. Надеюсь, вам понравится. Почему вы не уехали на автобусе с остальными? Меня зовут Джулия, а мама Хэйди. Круто. Где вы взяли водку? Мы не уехали, потому что об этой эвакуации рассказывают ужасы. Люди сами сдаются копам, а те их грабят и убивают. Лучше уж попытаться счастье здесь. Если тебе или маме что-то надо, дай знать, Сэм. Еще спасибо, раз уж вышло, пойду поищу кукурузной муки. Это было что-то с чем-то. Здорово сейчас, что вы решили помочь мне с мамой. Сама бы я не справилась. Пойду искать припасы. Ночью вернусь. Стучитесь. Шрамы увидели, как Джеймс готовит на крыше. Они его подстрелили двоих. Я прикончил, один удрал. Оставляю дверь открытой. В нашем сейфе ты кое-что найдешь. Код с... Наша квартира, потом твоя. Забирай все и уходи. Я не могу бросить маму. Запру дверь и буду надеяться на лучшее. В сейфе я ничего не трогал. Я все равно не умею стрелять. Если они вломятся, я подниму руки вверх. Джулия. Так, а вот и наш сейф. Сейчас будем открывать его на слух. Потому что я код манал.
Вот так вот. Взрывные устройства и атаки террористов. Практическое руководство. Опознать, остановить, уничтожить. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Окей. Классно. Да. Сколько ты уже им пользуешься? Луком? Целую вечность. Хорошо стреляешь. Это ты Яру не видела. Надо пойти вот так вот. Блять. О, господи. Ой, как. Ты в норме? Да. Сколько стерапитов ты убила? А что? Просто Не считала. Ну, я думаю, он может представить себе, что много.
Блин. Зараза. Не знаю. Пора, Царин интересуется следующими товарами. Нас ведь тысячи. Ты же не знаешь всех шрамов. Не называй нас шрамами. Точно. М. Да блин. Отчетись. Нам точно сюда? Ага. Через это здание мы попадем в соседнее. Дантист. Это что такое?
Это что такое? Мой двоюродный брат боялся высоты. Вот прям полегчало. Всё. Добрались. Иди за мной. Нам еще много подниматься? Ничего, ты справишься. Далеко еще, да? Да. Выпендрежник. Это несложно. Ага. Да. Перемирие было когда-то. Иди сюда. Почему мы этого не видели? Псы не смотрят вверх. Что это значит? Неважно, сколько у вас людей и пушек, мы все равно сумеем вас И да, Можешь есть хватит такой говорить. миф о том, что Они ведь собаки не пытаются вас смотрят наверх. Да, да, да. Блин, я где-то слышал такую тему. По-моему, в фильме-то ли что? Это опасно! Черт! Это Лили! Лили? Зря ты вернулась, Лили! А у ней ты не девочка. Перед нами! У него нож! А у меня дробовик. Слышала, как они меня называли? Ага. Не будешь спрашивать, почему? А ты хочешь, чтобы я спросила? Нет. Славно. Я слышал, свиньи не смотрят вверх, а псы еще как смотрят. У меня овчарка белку смотрит, потом садится под деревом и ждет. Но это прикол такой. Типа юморная какая-то хуйня американская. Я точно не помню, в каком фильме, но в каком-то фильме такая тема была. Типа там какой-то чел прогонял, разгонял тему, что собаки не смотрят наверх. И там такой типа а-ля тарантиновский диалог выходил из этого. Че за хуйню ты несешь? Они смотрят наверх. И так далее. Да. Собаки, собаки, собаки и собаки. Вау. Это создали шрамы? Серафиты. Да, я так и хотела сказать. Вот это мощно. Что значит мощно? Типа потрясающе. Здорово. Защити их. Интересно, понимала ли ваша пророчица, что заварила? Она спасла десятки людей. Необъяснимым образом. Она взрывала грузовики и убивала солдат. Вполне объяснимым. Ты читала ее писание? Видела кое-что. Многое поняла бы. Ну да.
Инфо-цыганка. Стала пророчицей. Во, ёпта. Now we talking. Now we talking. Теперь я первая. Ну правда, сколько еще подниматься? Я же так и не сказал. Соболезную вашей утрате. Это честь. Теперь он с пророчицей. Ваш сын храбрец. Вы должны им гордиться. Мы гордимся. Спасибо. Старейшины предложили нам другое дитя. Это большая честь. Элизабет благодарна. Просто я не уверен, что она готова. Старейшины мудры. Что не делается, все к лучшему. Правее. Да, ниже лук. конечно. Хороший выстрел. Ну а что делать? Только такие выстрелы и делать. Иначе нам хана. Патронов. Нема. Это Аббастат и Псина! Левее нас! Эй! Минус Хорош. один. Минус один. Ля, ты чё, киберспортсмен? А, у меня на арбалете 1000 патронов. Охуенно прыгнули.
Прикольно. Вау, это что? Как это? Необъяснимо, но факт. Блажен, жертвенный агнец, ибо он спасен светом ее души. Лишь в слабости мы обретаем истинную силу. Силой мы побеждаем врагов. Молодец. В жопу шрамов. Серафитов или как их? Ага, жопу. Блин, учим плохому ребенка. Слова плохие учат, выражения. Ведут душ спасительные беседы, да. Культурные ребята. И куда теперь? Стой, дай угадаю. Вверх. Да. Вознесемся. А это что, лифт? Ага. Эй, потяни дверь вниз. Черт. Можно дать тебе совет? Боже мой. Просто подумай о хороших сторонах. Хороших сторонах? Да, ведь ты бежишь быстрее, ты сосредоточена. Твою мать. Ты меньше чувствуешь боль. Все ощущения. Тебя потеют ладони, стучит сердце. Это все признаки твоей внутренней силы. Когда тебе страшно, постарайся подумать о том, как твое тело готовится к тому, что будет. Только в слабости я проявлю свою истинную силу. Лауай. Это фраза пророчицы? Да. Я думала, электричество и все такое из грешного старого мира не для вас. Есть исключения. Особенно для... Это другое. Как удобно. Так ты любишь пророчицу, хотя ее последователи хотят тебя убить во имя нее? Она всего этого не желала. В ее писаниях нет насилия. Что ж ты им не рассказал? До ее смерти мы не вешали людей, не забивали камнями. И не берут ее слова и извращают их. Сама почитай. Влад? Истинными последователями станем. Нас жестко вербуют, Эбби походу примкнет. Это что за хрень? Это мозг. Лев. Иди за мной. Блин. Медленно. Я не знаю, смогу ли я. И люди тут постоянно ходят? Да. Не ври мне. Не вру. Ну, то есть, не так, чтобы очень часто. Господи. Главное, вниз не смотри. Черт. Как ощущение? Что у прилива истинной силы. Мощно. Мощно. Что? Ничего. Что происходит между тобой и твоим другом Оуэном? Боже мой, Лев, не сейчас! Выглядело очень странно. Иди уже!
минутку погордиться Да, собой. это жестко. Пока нет. Да, я тебя обниму, Лев. Сейчас тебе расхочется меня обнимать. Почему? Почему? Увидишь. Там будет еще хуже. Ты сдурел, Лев? Все будет хорошо, смотри на меня. Эй, посмотри на меня. Делай как я, делай как я. Твою мать. Срань. Неужели тебе не страшно? Только не цитируй пророчеств. Высоты я не боюсь. А чего? Океана. Собак. Твою же мать. Да, Руфер. Ебал мана. Осталось чуть-чуть. Не, вот это уже стрёмно, да. Смотри, отсюда видна больница. Вот срань! Вот срань! Смотри на меня. Лев, я не смогу! Я не смогу! Сможешь. Я не смогу, я не смогу. Ты сможешь. Почти добралась. Я смогу. Тихо. Тихо. Срань. Почти дошли. Блин, это такой Ещё пиздец. чуть-чуть. Ну типа ветер его не унесет, это же жестко. Давай. Мне плохо. Держись. А тут дерьмо птичье. Прикиньте, это было бы мои последние слова. А тут дерьмо птичье. Че, чувствую себя живой. Ну, идем. Подожди минутку. Ладно. Ага. Ладно. Куда теперь? Не знаю. В смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно. Давай поищем, как спуститься. И только, считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может и нет. Некоторые все верят в Бога. Они молились. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулась за нами? Это долг. Кому? Ты нам ничего не должна. Просто... Вау, иначе бы отражение. совесть замучила. А.
1, 2, 1, 8, 7, 9. Найс. Вход подошел. Здесь можно спуститься. Мы можем выйти прямиком к зданию больницы. Просто труп. Из ваших? Нет. Видишь, как он одет? На. А то там темно. А, вот как это работает. Це Виктор, Ирина мертвы, Им Эвери и приказали Мали привести припали зачем? без вести. У меня окусили. Гнездо оказалось больше, чем мы ожидали. Лев, в здании есть зараженные? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю. Понятно. Зараженных дохерища. Споры. Идем в масках. У меня нету. Так вы что, не верите в маски? Было не до нее. Может, там они есть. Жди здесь. Назад. Еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Так, маска. Маска. Черт. Вот там и сиди, ладно? Что я вытворяю? Наконец-то. Маску-то зачем было портить? Козел. Еще ли? Жестко. Да.
вроде цела. Ладно, пойдем к Леву. Джунгли зовут. А, черт. Все. Надеюсь, все. Черт, черт, черт. Это тебе. Дай. Мы слишком Придарки. долго. Быстрее нельзя. Твоей Ночью системе будет холодновато, лучше, да. если мы оба умрем. Вот так. Придарки. Мы сможем. Ты нашла дорогу? Нет. У нас в Иркутске 31 плюс и что-то резкий перепад ночью. Ну да, у нас днем. Не, ну вообще было тепло, но последние деньги что-то холодновато. По сравнению как тем, как было. Типа ветер поднимается, все такое. Все-таки у нас рядом есть река Лена, а там льды двигаются, и от этого ветер безумный поднимается. Это брат Спойт? Ты не смотрит вверх. Иди скинь его вниз. Сейчас. Не. Блин, такой вид из окна было бы классно видеть, конечно. Было бы прикольно. Прям на реку Лену. А ты не мог сюда скинуть, типа? Так, А, ну хотя мы вниз, да. Осторожней. А, ну мы вниз, да. Дай наверх. Все, давай. О, как все запущено. Ёлы-палы. Что дальше? Иди за мной. Да успокоится буря. Боже. Ну куда ты назад? Ты чё? Ё-моё. Уже секунду. Вот это сюрпризы. Охренеть. Это существо вросло в стену.
Не навсегда, как видишь. Ненавижу демонов. Понимаю тебя. Ну да. Бывает тут такое, прям хоррор-сегмент начался. Как думаешь, сколько еще этажей осталось? Не знаю. Здание большое. Да. Я, конечно, считаю скримеров в хоррорах с основной нарезкой дурным вкусом. Но работает хорошо, да, дергает. Ну, это такое, да. Главное, чтобы, типа, атмосфера была стрёмненькой. Вот ты какую игру считаешь одним из лучших хорроров? Я упал. Будут еще какие стримы по S1 играм? Да. Точно не Лара Крофт. Лев, я так рада, что мы срезали путь. Несмотря на то, что тут столько демонов. В этом соль шутки. Оу. Оу. Спасибо. Огнемет. Да что вы говорите? Съебался с меня, съебался. Честно, не могу сказать лучших хоррор. Вот я считаю, что это Alien Isolation. Чужой изоляция — это вообще жесть полная. Там очень густая атмосфера, и этот киноморф драный так кошмарит, что вообще хереть может. Ну серьезно, даже с теми, как его, даже с тем фактом, что он вообще в принципе есть, ты можешь смириться. Но вообще вот тем, как он за тобой гонится и так далее, ну с этим как-то, ну, трудно вообще, как бы, да невозможно привыкнуть. Как эта сволочь бегает, как эта сволочь тебя, Над нами там слепой демон. ну, прям высматривает, ищет тебя. Это вообще полная жизнь.
Потраченных бомб. Жаль. Ладно. Ты как, в порядке? Да. Не, ну Эллен хорош, особенно когда он любит тебя подкалывать, да. Вроде тебя потерял и ушел, потом ты вышел, и он такой в соседнем коридоре. Да, у него очень странная... Вот в хорошем смысле, вот настолько ты веришь, что он реально ксеноморф, то, ну, просто пипец. Ну, именно проработанность искусственного интеллекта, то есть имеется в виду его поведение, вот это повадки, еще как ему двигаться, где прятаться и так далее. В зависимости от того, где ты находишься. Ну, очень хорошо все сделано. Это здание меня бесит. Мы почти выбрались. Осталось чуть-чуть. Ну, типа, пожалуй, это одна из тех хоррор-игр, в которых... Не, ну, стрёмно возвращаться. Игра хорошая, но, сука, стрёмная. Это когда даже его баги становятся фичей. Ну, тоже. Ну, я вообще, в принципе, про него в целом. И геймплейно сама игра, вот если, ну, я же комплексно вообще имею в виду игру, как лучший хоррор, а не только сам киноморф, типа крутой монстр. То, что у тебя столько инструментов, типа пистолет, там дробовик, огнемет, вот это вот все. И при этом, при всем этом, тебе один хер страшно, типа. Правда, что Айзек разгромил Помимо старую партию? тебя, что еще вот прикольно, там имеются другие бедняги, которые также стараются выжить. Вот это еще добавляет, типа, ну, Ты кого-нибудь пытал? атмосферки. Подумай лучше, как нам выбраться. Ну что, прогресс. Лев, ты как, в порядке? Да. А ты? Если честно, не особо. Хоррор не назову, но, например, мода на игры можешь считать... Ну да, вполне. Я, кстати, вот в эти дебри только пальцы ног, можно сказать, окунал чуть-чуть всего лишь. Ну, в моду имеется в виду. Настолько для меня неизведанная территория. Могу сказать, вот очень не по себе с мода на Fallout 4, который называется Frost. Интересно, Fallout 4. Продолжай искать выход. Господи, нахер!
Джанкай, здорово. Рад видеть. Здравствуй. Да, они слепые. Причем полностью. Типа, насколько это объясняется лором, это старые зараженные, одни из самых первых зараженных. И в них этот самый кардицепс, ну, грипп, настолько развился, что, ну, он такой стал. Нет, слепи нахуй! Бля. Ебать, дерьмо! Подсох, не дерьма, кусок! Убили большого демона. Ага, убили. Идем. Этот откуда вылез? Но некоторые спят вот типа вот так вот как-то. Кену. Кьюбиплей, здорово. Здравствуй, рад видеть. Здорово, ребят. Чё не спится, блин? Всем никому не спится. Да, ребята. Вот так вот их надо хитростью и умом выманивать в одну точку. Пабло, иди нахер! Пошел нахер! Лев, тварь! Постой! О, хорошо. Все нормально. Все нормально. О, суета. Такая вот она, да. Чё? Тебя не укусили? Нет. А тебя? Ты как-то не Я уверен, настолько вжился в роль этой мускулистой, Просто их было много. сильной женщины, Ну ты молодец. что я теперь уже и отвечаю за нее. Ну все. Давай. Давай. Стил район, здорово. ПК победитель, как там ПК победа над здравым смыслом? Пошли. Не знаю даже. Ну, нормально, кайфуй. О! Что вылезло? Куда? А. ПК победители. Да, это мы. Ну, играется вполне прикольно, если ты об этом. Ну, в плане того, что, типа, график и там прочее. Моды и всякие такие вещи прикольные не накатывал. Хотелось бы. Я эту игру еще не проходил, поэтому прохожу ее в своем первозданном виде. Можешь снять маску.
Здесь птички летают, поэтому можно. Спасибо. Пожалуйста. Вот я сильная женщина, а это не сильная женщина. Видите разницу между нами? Ладно, она тоже сильная женщина. Она настолько сильная, что она считает себя мальчиком. Да. На нем бы мы и спустились. Мимо зараженных. Круто, Лев. Ты только не рассказывай им, что с нами было. А то Яра будет переживать. Ты Если хороший. выживет. Можно тебе Пойдет. Можно. Ты не жалеешь, что побрил голову? У нас не должно быть сожалений. Лев. Лучше бы я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. Она осталась бы дома, заботилась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Да. Да направит тебя она. Ля, какие тяги. Это кто тут на таких тягах ходил, тут жил в этом доме? Ё-моё. Сильная женщина тебя не нагонят и сделает своим БДСМ нижним Карар. Папа. Ну да. Не, это ложь, это ложь. Я видел, как эту стильную женщину нагнули, и причем жестко. Блин, такое не развить, серьезно. Я видел, как эту женщину нагнули, и... Ну, не знаю, назвать это любовью, типа, ну, занятие любовью, по-моему, нет. Ну, животный секс, да. Дальше тебе нельзя. Что? Почему? Потому что они тебя убьют. А от меня им нужен только реванш в нарды. Какие еще нарды? Зайду через переднюю дверь, заберу все и вернусь сюда. А ты жди меня тут, ладно? Ладно. Блин, зачем они такую херню делают на себе? Это же такая палевная тема. Ну, в плане, эти товарищи шрамы, ну, очевидно, да? Оставлять на себе шрам. Это же тупо. Если они хотят выиграть, так сказать, эту войну за территорию и все такое, то им надо бы перестать этим дерьмом заниматься и внедряться просто врагам и мочить их. Но вот это очень странное решение. Там в воде кто-то есть. Нарушитель? Я своя! Не стреляйте! Это я! Эбби! Эбби? Эбби. Эбби, черт! Она одна? Открывайте! Привет. Ты что, вплавь добиралась? Ха, да лодка накрылась. Я к вам за медикаментами. Айзек распорядился. Так мы к нему это все и повезем. Что ему нужно? Не могу сказать. Мне дали одно поручение. Мы пакуем и вывозим все припасы. Посмотри, может, у кого-нибудь есть. Слушай, а Нора здесь? Она вчера сказала, ее отправляют сюда. Только что уехала, но она вернется. Ладно, спасибо. Откуда они берут пополнение? Может, ловят всех нарушителей и промывают им мозги. О, я тут был за Элли. Прям
Закошмарил жестко. Вот видите всех этих людей? Они через 2 дня сдохнут. А вот особенно ты. Что там у тебя? Шины, шпатели, Доброе. Утки. Для хирургии есть что? Это Я доброе вроде видела личико что-то такое скоро внутри. будет не опознать из-за выстрела дробовика в лицо. А вот эта пара. Эбби, Да. ты слышала про Дэнни? Буррито кушает. Вы ведь не повелись? А я вот этих ребят, по-моему, коктейлем Молотовым поджег. Вот и молодцы. Прям до корочки. Нормально было, да. Ладно, промолчу. О, собака. Тебя я тоже убивал. Привет, Мишка. Здорово. И тебя сюда пригнали, да? Мишка. Мишка. Умничка ты. По-моему, они так кричали, когда я убивал эту Эбби. собаку. Привет. О нет, Мишка! А я просто бэм, нахуй. И потом второго бэм. Да, это было весело. Мне жалко, нельзя вернуть то время. И убить Мишку еще раз. О! А это разве мне не надо? Нет? Жаль. Так, что там? Длиннопост какой-то жесткий. Ну и продолжаю Фрост. Очень цепляет то, что в отличие от ванильного Fallout, все по-настоящему настроено против тебя. Мягкие, зализанные вещи перекрыты грубым и очень жестким звездецом, который можно было бы ожидать, кажется, в реальном выживании после ядерных бомбардировок. Едят людей, едят детей печально. И иногда отгрызки от ванилы, из которых все кажется еще печально, например, проходящий мимо тебя челик в противогазе, который говорит, что идет в место, где безопасно, которого больше нет. Вы до сих пор не все разобрали? Ага, этаж за этажом. Тут еще остались припасы? Конечно. Какие у Еще много всех этажей добрые, осталось. приятные лица. Ну, удачи. Привет. Тебя тоже подрядили? Прикольная Да, девчонка. Кстати, руку она подать. играла в Hotline Miami, когда я ей Я пришла за засунул медикаментами. нож в шею. Можешь сказать, где Эбби, здесь? я связался с Айзеком. Он ждет тебя на базе. Да, я с ним поговорю. Поговоришь при встрече. Поедешь со следующей партией. Извини. Не, это она, С это ума она. сошел? Это вот Она та, со которая вчера в играла в Hotline. самоволке. Вытяни руки. Черт. Эй! Эй! Выпустите меня! Вашу мать! Ты так плечо себе вывихнешь. Нора. Да. Да, И как ты Hotline сумела Miami поссориться с Айзеком? Ну так что, нашла Оуэна? Я говорила с Мэнни. Не осилил первую часть. Мне Первая нужны часть медикаменты. намного проще, чем А что вторая. с ним случилось? Компартмент-синдром. Предплечье раздроблено. Не ты же будешь его лечить? Мел, у нас мало времени. Боже. Почти все припасы уже упаковали и увезли. Что? Мы не зачистили нижние этажи. Там есть медикаменты? Да, наверное, но... Там те еще дебри. Прорвусь. Ну, Попадёшься? вторая, она как-то Ты больше... меня в глаза не видела. Само собой. Не Ладно, знаю. пойдем. Там сильно сюжета навалили. И там очень много разных персонажей, и они все играются типа
плюс-минус Да. по-разному. Парню повезло, что его девушка врач. Мэл в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговора с Айзеком? Когда Айзек узнал, что вы покинули базу, он всех нас допросил. Ей от него досталось. Кто-то проговорился? Нет. Нора! Куда это вы идете? За Эбби. Лодку можно отправлять. Остались еще коробки на 3-м этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Ушли. Ты сама-то в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь? Ну, скоро узнает. И что Оуэн собирается делать? Погоди. Все, пошли. Ага. Так вот. И что Оуэн собирается делать без руки? Он говорил про Санта-Барбару. Он не понимает, что это разводка. Боже, мне так жаль, Мэл. Да. Мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты думаешь, почему все это лежит нетронутое? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили первых зараженных, не подумав. Там все заросло к чертям. Зашибись. Ага. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да. И мы ее больше не увидим. Да. Блин, как же я скучаю по Элли, ё-моё. Так. Хирургия, травматология, реанимация. Рискнем. Что за Элли? Главная героиня первой части и вот этой части. Не так уж все и плохо. Элли это девчонка с иммунитетом к этому вирусу. Кардицепсу. В первой части мы, играя за Джоэла, должны были провести ее от одного конца Америки в другой конец Америки, так сказать. Ага, или И хирургия. получилось. Но когда они добрались до места, оказалось, что из ее иммунитета сделать вакцину, не убивая ее, невозможно. Что повлекло за собой жесткий конфликт, так сказать. Скорая помощь. Отделение травматологии — это там. Да. Одни из нас поиграем. Прикольная игра. Вы боролись до конца. Извини. Прости. Но я тебе в целом-то полностью потом и как-то не рассказал. Ладно, виноват. Молчу. Приношу свои извинения. Да. Там таких не люблю, на самом деле, которые типа спойлерами кидаются. Вот уже не думал, что я закину какой-то спойлер чему-либо. Хорошо, что я не застала эпидемию. Да просто прикол в том, что игра-то безумно старая, одни из нас. Ну, типа, ну, понимаете.
В моем мире, в моем понимании, в эту игру все играли, и поэтому как-то я так уж не подумал, ляпнул про нюансы. Такие. Да, там очень много всего. Но в целом игра такая прикольная. Прям реально. Типа роуд-муви такой. Очень хорошая тема. Давай, хоть что-нибудь. Ну, Пусто. конечно. Пусть в гараже будет хоть одна скорая. С той стороны нормально, я просто тот редкий динозавр приковый киви, который умудрился популярно обходить стороной лапками. Так, лечение плюс 50. Так. О, кстати, у меня прям нормально много. Я не прокачал самодельные бомбы, оказывается. Лол. Так. Ля, там кто-то очень, Это сука, еще злой. Нужна энергия. Тем, кого это касается, вы не имеете права так обращаться с нами. Я понимаю, что у вас много больных, на то, что вы заперли меня здесь и разлучились с женой, не укладывается ни в какие рамки. Мною уже больше 3 часов никто не занимался. Врач помазал мне укус какой-то мазью и исчез. А он болит, и кажется, становится хуже. Немедленно передайте эту записку своему начальству, если не ваш Дон Картер. Проснулся от голода, но ничего не лезет. Даже пить не могу. Голова раскалывается, а тут еще снаружи эти крики. Зачем вы меня заперли? Выпустите меня, я хочу к Саше, хочу жене. Саша, помоги, мысли путаются, с трудом пишу, не могу, спать хочу. Есть, пустите, есть хочу, глаза болят, Саша. Блин, какая же тупая херня, типа, кто будет так писать? Что же я вляпалась? Это буквально дневник, не знаю. Попробуйте, просто попробуйте хотя бы раз сесть и писать дневник, будучи пьяным, например. То есть вы напиваетесь бухлом и при этом ведете дневник. Это невозможно, блин, это вообще нереально. Ну, в том плане, что, ну, вы ничего нормального... Это бред полный. Начнем с того, кто будет этим заниматься вообще. Нужно электричество. Ну, вся надежда на И тут примерно то же самое. И что самое забавное, вот он такой лежит, а у него вот руки застегнуты. Как он писал? Типа... Как он на эту записку написал? Ладно, ну слегка поддушнил, но в принципе, типа, ну понимаете, о чем я. Я тебя слышу. И тебе нужен ток. И мне нужен Где-то ток. тут должен быть генератор.
Я сильная, сильная, сильная. Доктор Кайла Хигаси. Стивен, я больше не могу. Знаю, мне полагается только делать анализ, записывать данные, но я больше не в силах этого терпеть. Я проводила нескольких солдат в травматологии. Я знаю, что мне туда нельзя, но я видела, во что превращается пациент. Все эти взрослые дети с покусами и царапинами скоро лишатся рассудка, мы продолжаем им брать. Я пытался отпроситься домой, но меня не пустили. Какой-то бред насчет национальной безопасности. Предложили поспать в пустом кабинете. Стивен, выпусти меня отсюда, иначе у меня будет нервный срыв. Черт. И кажется, они до сих пор там шныряют. Карантин. Так, ну, мне сюда, наверное. Давай-ка арбалетыч возьмем. Буду как Дэрил Диксон. Что ж не вышло? Куда идут эти кабели? Мне бы тут пригодился Лев. Или Мэнни. Да, Мэнни. С Мэнни мы бы на разба. Саша Троглодит, большое спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Да, я еще и рисую. Стараюсь еще игру делать свою. А, вот. Ну что? Ну, началось. Да. Блин, я могу прям хорошо прокачать. Так, давайте устойчивость сделаем. Она просто... Как это? Это теперь совершенно другой ствол. А, у рукоятку еще есть. Да. Как говорится, такая в горячую избу зайдет. И все вот это вот. Ля. Ну все. Естественно.
И взорвались. Тупые зомби. Так будет попроще. Ну Так. и где эти странные медикаменты? Так, сейчас будет странные медикаменты. Сначала тряпочка. Нихера ты. Да хватит уже! О, да. Мне нужно больше гранат. Ага. Ну, чем порадуете? Да ладно. Что ж такое? Ну, хотя там грязно. Пусть в гараже будет хоть одна скорая. Я это уже говорил. Ну да, типа это кардиоцепс. Гриб-паразит залетел в организм человека, захватил нервную систему и продолжил расти. Уничтожил мозг, начал двигать телом, двигать телом, двигать телом, двигать телом. Нифига себе. Подождите, я не понимаю, а туда что, можно войти? Нет, ну ладно. Из грибов адовое блюдо. Сначала хватает кардиоцепс, начинает как-то лежать. Прикольно. Это что за тварь? Блин, тут говорит супер-мега босс файт сейчас будет. Супер-мега сильный какой-то кардиоцепсовый чемпион ходит. Грибной великан бродит по парковке. Грибной великан. Грибной. Да, уж если бы мы играли в французскую игру с французским юмором, то, возможно, так и было бы. Это хорошо. Нетронутая, значит, да? Да. О, слава богу. Лев, готовься праздновать. И на твоем прайде будет праздник, да? Вау! Вау! Господь всемогущий! Ему вообще насрать на все.
Идет, 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 идет. Ой, иди нахуй, в смысле? Бэм! Бэм! Пошел ты! Пошли вы оба! Я ушел за кулисье и умер. Нравится мне, когда ты, сука, горишь от огнемета. Отчаянно лутаемся, отчаянно лутаемся. Должен быть способ выбраться. Supplies. Фу, да. От него же, кстати, отделился один, типа, крокозябр. Прикол. Он просто убежал. Это странное поведение, между прочим. Он типа, ну, убежал и стал на меня нападать. Ну когда тебя даже бетонная плита с железными штырями не выдерживает, это уже что-то говорит. Да. Но я уверен, у нее есть оправдание. Что, мол, это вес не ее, а того другого здоровяка. Но будем честны, тут вес был 50 на 50. Тут как бы это...
Двух таких, ну, ничто не может выдержать. Ну вот. Так, ладно. Давай. Падла ебаная. Я в шоке просто. О, сука. Вот и все. В жопу все. Вот и все. В жопу все. Великие цитаты сильных женщин. Эбби, я купил 5 разных дилдо. Куда их положить? В жопу все. Я тебя понял. Понял. Его дробовик не берет, он из буйных. Да. Весь был покрыт этой грибковой темой. Твердая корочка. Служила броней. Есть. Воровской карман. Это не воровской карман, она не сидевшая. Это дамская сумочка сильной женщины. Куда? Наконец. Наконец-то я слышу ее ничем не искаженный красивый голосок. Что? Тупой часовой, куда он смотрит? Блин. Все они ищут тебя. Что ты сделала? Ничего. Я велела тебе ждать. Не вышло. Твои друзья тут повсюду. Ты все достала. Да. Осталось убраться отсюда подальше. Эй. Давай за мной. Ну все. О, красивые виды.
Она — это вечность. Или что-то в этом роде. Нормально, на лодочке проплыли. Привет, Элис. Да. Хочешь погладить? Не бойся. Вот видишь. Ну все. Можешь проведать ее, если хочешь. Она поправится? Да, очевидно. Привет. Они дети. Ну да. Что с нами стало? Может, мы перестали искать свет? Может. Пойду узнаю, как она. Хорошо. Давайте ей сделаем протез типа лезвием. Это было бы круто. Она бы стала Баракой. Не Обама, а Барака из Mortal Kombat. Ой, блин. День 3. Аполлон. Греческий бог. Оуэн? Нет, я. Почему не спишь? Да я меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. О чем они спорят? Иди к черту, Яра! Я не мог бросить тебя! Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Это на него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Что?
Он, может, и повелся на твою игру с детьми. А я нет. Да нет никакой игры. Лучшая убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем. Да? Я не всегда поступала Ты правильно. дерьма кусок, Эбби. Ничего себе, база. Ну ладно, не база. Она уходит. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее им не изгадила. Смешной хомяк. Капец. Хомячок оскорбила и ушла. Блин, а Эбби нежная натура. Она не терпит оскорбления. Эбби? Она все-таки может обидеться. Блин, у нее слезы. Жесть. Хомяк обидел. Модный вид. Эбби? Все хорошо? Как рука? Ну... Ее нету. Конечно. Да. Поможешь мне его поискать? В смысле, мы уже потеряли льва? Он же тут только что был. Куда он исчез? Он убежал туда. Блин, хотя ладно. Давайте завтра продолжим. Продолжим это дело мы завтра. Что вы на это скажете, ребята? Типа, я кину анонс стрима, как всегда. Ну, да. Но я на сей раз пораньше скину, как сегодня. Типа за час там объявлю. Нет, ну 10 часов последний зас. Ну да, 10 часов последний зас играл. Даже Эва прослезилась. Ну, серьезно. Типа, я единственный человек, который не стал плеваться от Эбби. Я ее принял такой, какая она есть. Я вот настолько я, типа, эмпат, понимаете? Настолько я, типа, даю людям шанс. И она хорошая, я смотрю, и неплохо. Ну да, такая. Довольно-таки приятная особа. Окей, ладно. Пойдем спать. Всем спасибо, кто был. Спасибо за общение, ребята. Спасибо за подписки. Да, ну ничего. Тут беда именно в том, что Дракман с хронологией сюжета очень сильно обосрался. Если бы он сначала пустил историю Эбби полностью, а потом уже Элли с Джоэлом, вот это вот было бы интересно. Вот тут я бы такой сказал: ёб твою мать, а Дракман-то хорош. Но, увы, Дракман не так уж и хорош. Ну все. Идем на боковую.